Здравствуйте, дорогие друзья. У меня супер маленькая короткая ремарка. Пожалуйста, выключите звук на своих телефонах, но не выключайте свои телефоны и не подключайте их к Wi-Fi, если можно, потому что Wi-Fi повиснет. Но нам нужны будут ваши телефоны, чтобы вы голосовали немножечко во время лекции. А сейчас я внезапно приглашаю на сцену Тамару Натановну Эдельман, чтобы она сказала одно слово про Андрея Николаевича Ланькова, которого она пригласит после этого слова. Добрый день, добрый вечер. Знаете, я испытываю кайф историка при мысли о том, что мы сейчас будем слушать Андрея Николаевича. Сейчас объясню. Вот книги его замечательные. Уже тогда мне это пришло в голову. Потом посмотрела интервью с Дудем и еще утвердилась вот в этой мысли, что перед нами вообще настоящий историк. Вот человек, который не раздает там приговоры, не кидается лозунгами, а анализирует, работает с источниками, делает какие-то спокойные выводы. И вот, понимаете, в наше время, когда все только идут под флагом, наши против не наших, стенка на стенку, это такое удивительное качество, это просто как глоток чистой воды. И, знаете, я сейчас шла сюда и вспоминала, как на первом курсе в университете на одной из первых лекций нам объясняли, что историк всегда будет пристрастен, и рассказывали, что великий римский историк Тацит, он в начале своей истории пишет, что он будет писать «sine ira et studio», то есть без гнева и пристрастия. И у него не получилось, потому что его книга была полна гнева и пристрастия. Вот что не получилось у Тацита, получается у Андрея Николаевича Ланькова, которого мы очень рады приветствовать. Спасибо. Так, ну ладно, сейчас после такого начала очень трудно в общем, ударить грязь, не ударить грязь лицом невозможно, но надо по возможности с меньшим всплеском. Во-первых, спасибо большое за приглашение мое сюда. А теперь, ну что же, сегодня мы поговорим о Северной Корее, которой я занимаюсь всю жизнь. И сегодня поговорим о том, как корейское общество контролируется корейской властью. Точнее, контролировалось. Прошедшее время тут достаточно важно, потому что когда мы говорим говорим о Корее, мы должны понимать, что она менялась. Что Северная Корея 50-го года, Северная Корея 65-го года и Северная Корея 2020 года – это очень разные Северные Кореи. Но вот сначала, вот я тут думаю, попрошу, может быть, организаторов помочь технически, но попробуем, может быть, сам для начала. Вот тут нужно нам, сейчас я сяду, чтобы не мешать, отсканировать вот QR-код и сказать, что после этого там соединят вас с сайтом, и можно будет написать в сайт, сказать, что вы думаете, какие ассоциации у вас возникают при слове «Северная Корея». Так, велосипед – это очень хорошо, кстати. Стабильность тоже хорошо. Ракета – замечательная. Ядерная бомба – это просто гармония, я бы сказал. Контроль, диктатура – тоже правда. Тоталитаризм, ну, тоталитарный режим. Ну, не люблю я слово тоталитаризм, но почему бы и нет. Особый коммунизм, ну, в общем, безусловно, да. Смотря, как понимать, бронепоезд. Вообще не бронепоезд, блиндированный поезд это называется. Бронепоезд, в нем пушки стоят. А вот эта штука, в которую начальство ездит, это блиндированный поезд. Но принцип понятен. Так, контроль, бедность, закрытость. Да, с этим все хорошо. Так, города для чиновников. Это немножко миф. Так, Ким Чен Ир, ну, конечно, репрессии, страх, неизвестность, это, конечно, как же. И в центре диктатура. Ну, Чучхе, закрытость, несвобода, да, со свободой у нас напряженка. Горнолыжный курорт, какой-то самый Масикрён, замечательно, советую съездить. Да, фуражка, ну, да, и блиндированный поезд опять. Ну что ж, давайте, значит, будем говорить о том, как работала северокорейская система.
Вот первое, что нужно помнить, это то, что Северная Корея менялась, и она менялась постоянно. То есть я уже говорил, что Северная Корея была очень разной, и мы с первым приближением можем говорить, скажем так, о 4 Северных Кореях. Первая Северная Корея – это Северная Корея, скажем так, с 45 по 53 год. Я бы сказал, странный гибрид иностранной оккупации и революции. Это вечный спор южнокорейских историков. Левые говорят, это была народная революция. Правые говорят, пришли русские оккупанты и навязали свою тоталитарную систему. А я хочу сказать, как Хаджарис Насреддин, и ты прав, и ты же прав, и ты, жена, права. С одной стороны, это была, безусловно, в очень большой степени советская оккупация. Но, в отличие от многих стран Восточной Европы, не от всех, в некоторых восточноевропейских странах было тоже похожее. Но в отличие от многих стран Восточной Европы, где советские войска воспринимались, ну, отчасти как освободители от фашизма, а отчасти как новые оккупанты, в Северной Корее значительная часть населения, я бы сказал, большинство населения, новую систему приветствовала, не воспринимала ее как навязанную извне и поддерживала, потому что эта система соответствовала чаяниям народным, возможно, наивным, возможно, опасным, возможно, извините, даже глупым, но народу этого хотелось. Народу, то, что хочется народу, это не всегда хорошо. Но произошел вот такой взрыв революционной энергии, для которого стартером, детонатором послужило действительно вступление советских войск на территорию страны. И советская модель, конечно, очень во многом определила развитие страны. Но, повторяю, это был гибрид оккупации и революции. Причем, честно, если я революцию ставлю на первое место для себя. А тем, кто не нравилось, ни в одной стране Восточной Европы столько людей за кордон не ушло. Благо, это было легко. 10% населения, 1 из 10 корейцев бежал. Вот те, которым эта революция не нравилась по разным причинам. Не всегда причинам, которые нам бы понравились. Но люди ушли. Итак, первое. До 1953 года. С 50, ну, может быть, даже с 50-й год можно считать стартовой точкой. И до конца 50-х, начала 60-х годов Северная Корея – это типичная, как тогда говорили, страна народной демократии. То есть страна, которая строит социализм по советским лекалам и под советским влиянием, иногда даже на советские деньги. Хотя, повторяю, популярность советской модели там была куда выше, чем, скажем, в Венгрии. Мягко скажем, выше. Но люди, которые взяли власть в стране, с самого начала вовсе не хотели быть проводниками иностранного влияния, будь то советское, будь то китайское. Ким Ир Сен в старости сказал, я коммунист, но я еще националист. Думал, интересно, кого он думал этим удивить. Это было известно лет 50 уже к тому времени. Он был коммунистом, он был националистом. И в Восточной Азии национализм и коммунизм сочетались и сочетаются самым наилучшим образом. Отдельная история, почему, на нее нет времени. Но причины есть. И вот Ким Ир Сен в конце 50-х годов, проявив исключительное чувство конъюнктуры, немножко коварства, немножко харизмы, перерезает линии контроля и превращается в одного из самых независимых правителей стран социалистического лагеря, они же страны коммунистического блока. И вот с этого момента начинается самое интересное для нас сегодня, особенно если наблюдать издали. На протяжении следующих 30 лет в Корее возникает, в Северной Корее, возникает общество, где уровень контроля государства над обществом превосходит практически все, что можно увидеть в истории последних столетий. А до этого государство было слабым, так что туда и смотреть, в общем-то, нечего. То есть именно вот эти 30 примерно лет развитого кимирсенизма, я бы сказал, или, если хотите, национального сталинизма, или сталинизма с северокорейской спецификой, вот эти примерно 30 лет – это время, о котором мы будем рассказывать. Та система, которую я буду сегодня описывать, она сформировалась именно в это 30-летие и работала по полной программе. На бумаге она во многом существует и сейчас. Но с начала 90-х годов страна
потеряла доступ к советским и китайским субсидиям, оказалась ввергнута в тяжелый экономический кризис. По примерным оценкам, исходящим от северокорейской стороны, промышленное производство сократилось за 90-е годы примерно в 2 раза. Заводы закрылись, заводы остановились. В стране возникает мощная, собственная, новая частная индустрия. Если хотите, капитализм растет снизу, рынок приходит снизу, страна превращается в очень специфическую, страну, безусловно, переходную, постсоциалистическую. Об этом мы сегодня тоже поговорим, но очень-очень мало и в самом конце. Мы ответим на вопросы, что осталось от той системы развитого кимирсенизма, развитого национального сталинизма, которая сложилась в 60-е годы и более-менее работала до примерно 90-92 годов. Об этой системе будем говорить, только об одном ее аспекте сегодня – контроль над населением. Но надо упомянуть несколько других. Особенности кимирсеновской Северной Кореи. Вот вы видите тут Ким Ир Сен, где-то это начало 70-х, он тогда очень любил этот плащ, он был склонен к полноте, они все склонны к полноте, это генетическая, я думаю, особенность в семье. Вот. Ну вот он был доволен, потому как он всех перехитрил и победил. И, наконец, начал строить ту Корею, которую он хотел. Но, знаете, вообще говоря, есть основания думать, что такую Корею хотел не только Ким Ир Сен. Я уже говорил, что вот эта модель, она не навязана группой злодеев, она во многом отражает мысли, мечтания традиционного крестьянства, традиционного конфуцианского крестьянства. Если вы посмотрите на то, что строили, условно говоря, тайпины в Китае, о чем мечтали участники крестьянских восстаний 18-19 веков, очень похоже. Уравнительное распределение, все вместе работают, все вместе строят страну, все равны, есть чиновники, все получают по миске риса, чиновник получает 2 миски риса, вверху есть мудрый руководитель, у которого риса много, но ему положено, он и мудрый руководитель, все вместе работают, все солидарны, все единым порывом и вперед. К этому еще в качестве соуса уважение к технике, к технологии, которого у традиционного крестьянства не было. Но Ким Ир Сен, сын мелкого помещика и крестьянского активиста, вообще это совсем не так, как он изображается, его семья в официальной истории, но это чистая правда, повторяю, сын мелкого помещика и крестьянского активиста, христианского, протестантского активиста, миссионера, он все-таки кое-что про интегралы знал и понимал, что дирижабли, ну а потом уже, конечно, и лайнеры, а лучше бомбардировщики нужны. Но в основе вот это вот традиционный порыв крестьянства. Соответственно, полный государственный контроль над экономикой. Но вот достаточно сказать, что максимальный размер приусадебных участков в стране при Ким Ир Сене был ограничен 1 соткой. Это максимальный размер. Это не означает, что полагалась 1 сотка. Это означало, что полагалось не более 1 сотки на семью. Ну, извините, вот у нас в деревне, сибирской деревне, где жила вот моя бабушка и выросла, провела детство моя мать, там вообще десятки соток – это норма для огородов, приусадебных участков в 30-е годы. А там 1 сотка. Полный контроль над торговлей. К концу 60-х годов в стране практически исчезает торговля, все распределяется. В первом приближении 2 системы распределения. Одна – это распределение зерна, то есть государство фактически заключило договор с обществом. Каждый кореец получает определенное количество зерна в зависимости от своей специальности и возраста. Студенту столько-то, домохозяйке столько-то, пенсионеру столько-то. Большинству 700 граммов в день зерна. Если ты живешь в правильном месте и немножко начальник, тебе дадут больше риса, меньше кукурузы. Если ты живешь в неправильном месте, много кукурузы, меньше риса. Рис, да, замечание. Когда мне говорили и до сих пор говорят, бедные корейцы, они питаются одним рисом. А русские, наверное, питаются исключительно бужениной и красной икрой. Потому что рис в Корее, кстати, и в Южной Корее до 70-х годов, не в Северной, и в Южной тоже. Только в Южной, а Южная она богаче, ровненько в 25 раз. Но были-то времена, когда она была беднее Северной. Так вот, рис – это еда богачей, и уже не 1-е столетие. Исторически, вроде бы, раньше так не было. Но века так с 14-15 рис – еда богачей. Нормальный человек есть. Что? Кстати, любопытный вопрос с вашей точки зрения. Что есть нормальный человек в Корее? Чем реально питается северный кореец?
Кимчи вы, извините, калорий нет, и желудок испортите. Кимчи вообще на то острое и ферментированное, что вот основная еда, носитель калорий, как-то по пищеводу проходил. Хлеб никогда не ели. Собак-чатина – это очень дорогая вещь. Русские, видимо, едят исключительно осетрину. Нет. Ячмень и кукуруза. Кукуруза чаще, чем ячмень, но там проблемы с витаминами, поэтому смесь ячменя, кукурузы, немножко муки пшеничной, ну и рис, конечно, в каких-то количествах. Так вот, все это распределяется, причем практически бесплатно. Обратите внимание, государство взяло обязательство более-менее бесплатно кормить всех, но по очень скромным нормам. Кроме этого, есть отдельная не стандартизованная, не общенациональная система распределения других видов продовольствия. Она варьируется в зависимости от местности, нормы разные, от периода. И основных потребительских товаров. Здесь дадут тебе 5 пар носков в год, а здесь 3, в зависимости от района, уезда, то есть где ты живешь. Но главный принцип все равно один и тот же. Все полностью распределяется. И, наконец, нужно упомянуть систему Сонбун, которая именно тогда достигла своего расцвета. То есть все твои карьерные, любой, куда бы ты ни приходил, пришел и хочешь поступать в вуз, в вузе сразу смотрят на что, а чем занимались твои родители. Помните, как у Маяковского, а чем вы занимались до 1917 года? Он шутил по этому поводу, весело шутковал, как водилось за Владимира Владимировича. Шутковал и дошутковался. Так вот, соответственно, чем мы занимались до 1945 года? Возможности человека определялись, карьерные, ограничения либо привилегии, тем, чем занимались его предки до 1945 года по мужской линии прямой. Ну, обычно это в тот период, это все-таки еще родители. То есть, если человек, допустим, если его отец был священником, то он из реакционной семьи. Это означает, не имеет права поступать в учебные заведения высшие, не имеет права жить в крупных городах. А если отец, наоборот, воевал в партизанском отряде, то это означает, что, наоборот, преимущество при поступлении. Иногда возникали казусы. Не могу удержаться от того, чтобы потратить минутки полторы на одну реальную историю из жизни. История человека, который был сыном помещика и считался и выходцем из помещиков, потому что в ходе земельной реформы 1946 года их земельные владения были чуть больше максимальной нормы, и, соответственно, у него была конфискована земля. Это означало, что он и его дети имели плохой самбун, реакционный. Ну, сын помещика – это почти так же плохо, как сын священника. Но он был убит на Корейской войне, когда американская авиация отбомбилась по его родному городу. Теоретически его можно было переклассифицировать как жертву американского империализма. Но он был убит в воскресенье. Почему? По инструкции, все по инструкции. По инструкции в жертву бы он попал, если бы он был убит на работе или во время пути на работу или с работы. А он сидел, копался у себя на огороде, прилетел американский бомбардировщик, сбросил бомбу, снес целый квартал. Все. И он так и остался помещиком. Из-за этого его внучка не смогла поступить в хороший вуз. Но если бы какой-то чиновник решил, если бы этот американский самолет разбомбил бы его домик днем позже, то девочка бы уже, наверное, была бы так, большим человеком. Вот так. Но извините за небольшое отвлечение. Обратите внимание только на то, что вот от чего сильно отличает Северную Корею, допустим, от маоистского Китая, при Мао, когда там был такой весь порыв, стихия. В Северной Корее, вот именно в этот период, о котором мы говорим, все по инструкции, все по книжкам. Те же инструкции по Санбуну, они секретны, но кто надо читает, у кого надо есть. Значит, 300 страниц. Вот издание, ну не нынешнее, неизвестно сколько изданий, не знаю, я не видел нового издания, даже предшествующего, старое издание 90-х годов, там 300 страниц, очень подробно описывается. И я все это еще упрощаю, потому что самбунов реально 2, а не 1 и так далее. Так вот, дальше. Несколько черт. Но мы сегодня будем говорить только об одной стороне северокорейского общества того времени, о том, как вот
«Большой брат». Это довольно поздний, конечно, потому что в костюм Ким Ир Сен переоделся весной 1984 года, значит, это вот уже, так сказать... А это вообще, судя по всему, посмертный стиль. Это после 1994 года его так стали рисовать. Вот каким образом государство следило за населением. Но при этом очень важный момент. Когда вот вы многое из того, что я сейчас скажу, услышите, у вас будет возникать мысль, какой ужас. Вот бедные люди, за ними там следит большой брат. Проблема в том, что для значительной части населения это было естественным и позитивным. И это реально имело некоторые позитивные эффекты. Потому что на свете не бывает ничего чисто черного, чисто белого. Все оно в полосочку, такая зебра. Так что помните, что вот эта система, она имеет во многих отношениях очень глубокие корни. Но как за человеком наблюдать? Сегодня мы о трех сторонах этой системы поговорим. Во-первых, о том, как за человеком следили по месту работы. Во-вторых, как его контролировали по месту жительства. А в-третьих, как следили за тем, что он знал полезные вещи и не знал бы вредных вещей. Итак, начнем с контроля по месту работы. Тут основой, я использовать буду прошедшее время, но очень много из этого работает до сих пор. Но не все. Я объясню потом, что работает, что нет. Основой была так называемая организационная жизнь. Что такое организационная жизнь? Эта система сформировалась отчасти под советским влиянием, отчасти под влиянием маоистского Китая, и отчасти, будете удивляться, видны следы влияния наиболее радикальных христианских учений. Но в любом случае очень многое вы увидите, на первый взгляд, похожего на Советский Союз, но вы также увидите, что в Северной Корее эта система была во многом доведена до логического завершения. Итак, первый принцип заключался в том, что любой гражданин КНДР в рассматриваемый период должен был быть членом некой организации. Причем человек принадлежал только одной организации. Она за него отвечала. Его начальник по линии организации головой отвечал за его серьезное плохое поведение. Только одна организация. Вне организации могли быть либо люди молодые, либо люди старые. Все остальное – организация. Организации были устроены по хорошо знакомому нам с советских времен территориально-производственному принципу. То есть до уровня уезда, это район по-советски, все шло территориально. У любой организации был центральный комитет, провинциальный комитет и районный комитет, райком. Дальше уже шли комитеты на местах работы. Обратите внимание, организация – это не место работы. Любое учреждение имело как минимум 2 организации, и реально их больше. Организаций было 5. Это Союз молодежи. В рассматриваемый период он именовался Социалистический трудовой союз молодежи или соцсомол. Это Трудовая партия Кореи. Это профсоюзы, которые совсем не про путевку в Трусковец, как вы сейчас увидите, а совсем-совсем другое. И это Союз работников сельского хозяйства, который те же профсоюзы, но тут такая особенность, позаимствованная, кстати, из официальной советской, и, скажем так, даже не идеология официального советского обществоведения. Идея, заключающаяся в том, что поскольку колхозы, то есть сельхозкооперативы в корейском варианте, не являются государственными организациями, их работники не являются государственными служащими, то, соответственно, у них не профсоюзы, а отдельные собственные, те же самые профсоюзы. Но только уже для колхозников. И, наконец, последнее – это женский союз, который, как вы сейчас тоже увидите, к привычному нам по советским временам женсоюзу особого отношения не имеет. Строго говоря, был еще детский союз, но мы о нем сейчас говорить не будем. Итак, как это все начиналось? Организационная жизнь у любого корейца начиналась в 14 лет, когда человек вступал в свою первую организацию. Этой организацией являлся Союз молодежи. Вступали все. Это было фактически обязательное вступление. 14 лет ты становишься членом Союза молодежи. И находишься в нем до 30 лет. С 14 до 30 лет. Дальше, когда тебе исполняется 18 лет, ты получаешь право на вступление в партию.
При этом сразу скажу, что само по себе вступление в партию тебе привилегий не дает. Наоборот, оно создает определенные проблемы, потому что организационная жизнь для члена партии жестче, чем организационная жизнь для кого бы то ни было еще. Но членство в партии является обязательным предварительным условием для чего? Да? Любой карьеры. Ты не можешь занимать, за некоторыми редкими исключениями, не можешь стать никаким менеджером, если ты не являешься членом партии. Соответственно, если у тебя есть какие-либо амбиции, ты должен вступить в партию. И, соответственно, даже самые скромные. Да, партия фактически одна. Любители северокорейских дел могут сказать мне, что в Северной Корее формально существует многопартийная система, что есть партии еще две. Социал-демократическая партия, да, есть такая, и партия молодых друзей Небесного пути. Небесный путь – это традиционная корейская религия, которая в 1945 году, в 1946-м, точнее, когда партия формировалась, была весьма влиятельной и воспринималась как, возможно, правильная национальная религия. Не то, что это христианство импортное, имперское, империалистическое, колониалистическое, или буддизм подозрительное, вот правильное. И часть активистов поддерживала левое движение, из них создали эту партию. Фактически эти партии были разгромлены к концу 50-х годов, превратились в совершенно фиктивные бумажные организации, которые существуют исключительно для целей внешней политики и внешней пропаганды. Более того, я не исключаю, что в связи с происходящим и последние месяцы весьма радикальной пересмотром северокорейской внешней политики их могут наконец-то отменить. Но они в любом случае это уже давным-давно не тела, а мумии. Интересует нас главная, единственная партия – это Трудовая партия Кореи. Так вот, повторяю, вступить в нее можно с 18 лет, но вступить в нее неспроста. Одна из причин, почему северокорейцы охотно шли служить в армию, при том, что срок срочной службы в армии от 7 до 13 лет. От 7 до 13 лет. И люди шли отчасти потому, что в армии кормили, более-менее одевали, учили чему-то полезному, но главное, что по окончании срока службы в армии можно было легко вступить в партию. Для большинства это был путь для того, чтобы вернуться домой и стать каким-то мелким начальником или поступить в вуз, облегчить себе, увеличить шансы на поступление и так далее. Более того, служба в армии обязательная для мужчин, добровольная для женщин. Многие женщины тоже шли в армию именно потому, что в армии нужно было уж очень сильно постараться, чтобы в партию не вступить. То есть ты отслужил более-менее средне-прилично, ты член партии. Поэтому, кстати, членов партии довольно много, потому что в армии служили более-менее все мужчины, заметное меньшинство женщин. Поэтому по меркам других стран членов партии было много довольно. Но все-таки меньшинство. Да, хотите сказать, сколько? Отвечаю, государственная тайна. Северокорейцы не публикуют этих данных с 70-х годов. Но вообще, по оценкам, 4-5 миллионов человек из примерно 20, они считают официально 25 миллионов. Я думаю, реально чуть поменьше. Так вот, дальше. Смотрите, вот в партию кто-то вступил. Если ты не вступил в партию, ты кто? Что с тобой происходит? Ты остаешься в Союзе молодежи до 30 лет. После этого, если ты беспартийный, ты же не можешь остаться без окормления. Где ты будешь проходить собрание? Кто твой начальник, который будет отвечать за твои косяки? Не же может же человек быть без начальника. Соответственно, бригадир-то есть, но он же за производственные косяки отвечает, а там морду кому-то побил, там напился, анекдот рассказал опасный. Значит, за это отвечает профсоюз. Вот профсоюз – это не организация, занимающаяся социальными вопросами вообще. Профсоюз в Северной Корее – это упрощенный вариант партии для тех, кто в партию не смог или не захотел. И вот человек в профсоюзе находится до выхода на пенсию. Но есть интересный момент. В Корее, да, причем обратите внимание на такую интересную особенность. При этом члены партии не могут быть членами профсоюза. Что отличается? Понятно почему? Организация должна быть одна.
То есть ты либо там, либо там. Ты не в Советском Союзе член партии почти по определению был членом профсоюза, а нет. Дальше. Есть интересная особенность. Женщины. Дело в том, что Северная Корея где-то в 70-е годы или даже в конце 60-х отказалась от линии на максимальное вовлечение женщин в общественное производство, которая вообще была типичной для социалистических стран, ну, которая мне лично нравится, хотя это неважно, нравится это мне или нет. Так вот, стало совершенно нормально восприниматься ситуация, когда северная кореянка становилась домохозяйкой. Но когда она становилась домохозяйкой, она же не могла быть больше членом профсоюза. Но нельзя же ее было оставить без окормления. Поэтому и существовала организация, именуемая женским союзом. Это не женский союз. Вот профсоюзы – это партия в упрощенном варианте. Женский союз – это организация домохозяек. То, что ты женщина, не является основанием. Женщина не является членом женского союза, если она работает. Если она работает, кем она является? Если ей нет 30 членом союза молодежи. Если она до этого в партию не вступила, либо членом партии, либо если старше 30 в партию не вступила, то членом профсоюза. А вот если она с работы ушла, партия это уже навсегда, она все равно член партии. И значит, не член женсоюза, хотя может занимать там кадровые, вот кадры могут быть член партии и еще где-то. Ну, тоже может быть там руководителем. А вот просто нормальная женщина, это член женского союза, это домохозяйка. То есть домохозяйки тоже присмотрены. Все абсолютно под контролем. При этом есть такая интересная особенность. Вот смотрите, практически все охватывают с 14 до примерно там, 60 с небольшим лет, все находятся под контролем государства. Все участвуют в организационной жизни по правилам. Давайте вот возьмем такую ситуацию. Вот есть у нас кирпичный завод. Какие организации будут иметь там свои ячейки на кирпичном заводе? Профсоюз, кто еще? Партия, кто еще? Союз молодежи, 3 организации. А воинская часть, зенитчики, женская часть, кто там будет? Партия и кто? Союз молодежи. А женсоюза не будет, потому что они военнослужащие, а то, что они женщины, дело 10-е. Там будет партия и союз молодежи. Так вот, значит, дальше. В рамках этого ты должен проходить организационную жизнь. Опять-таки, многое звучит знакомо по советскому опыту, но в Советском Союзе нормальная организационная жизнь, и то в очень легком варианте, была только для членов КПСС. А в Северной Корее для всех и пожестче. В первую очередь организационная жизнь состоит не только, но в основном из собраний. Собраний сколько? Ну, в начале, когда эта система вводилась в 60-е годы, собраний было невероятно много. Тогда Ким Ир Сен сказал, что, дескать, любой житель КНДР должен 8 часов работать, 8 часов учиться и 8 часов отдыхать. Но когда он сказал, что 8 часов учиться, он же имел в виду не сопромат учить. Ну, то есть сопромат, конечно, тоже, но какой смысл в сопромате без учения чучхе? Ты должен вооружиться идейно. Соответственно, человек значительную часть этого времени учебы человек проводил на собраниях. И собрания тогда были почти ежедневными. Если посмотреть материалы советского посольства, они рассекречены, это вызывало такое некоторое остолбенение советских дипломатов масштаба вот этого цунами собраний, которое прокатилось в 60-е годы по стране. Потом, в начале 70-х, Ким Чен Ир, второй Ким, сын Ким Ир Сена, начал брать ситуацию под контроль. И он, в принципе, создал систему, которая потом существовала 20 лет без особых сбоев, а и со сбоями до нашего времени. 3 собрания в неделю. Примерно 2 часа каждое. Всего лишь. Все. Домохозяйка. 2 раза идейная обработка, 1 раз самокритика.
Значит так, значит, обычные собрания заключались в том, что человеку рассказывали 2 раза в неделю о том, какой великий вождь, как его любят страдающие массы Южной Кореи, как пьяные американские солдаты несутся на джипах, паля из пулеметов по бедным южнокорейцам, какие коварные планы лелеют советские ревизионисты и китайские догматики. Советские – это ревизионисты, а китайские – это догматики. И насколько идея Чучхе превосходит все другие формы революционной идеологии. Все хорошо. Иногда выпускались специальные материалы, они грифованные были. Они сейчас выпускаются, они сейчас грифованные. И где говорилось чуть побольше, чем в официальной печати. А люди вообще очень любят. На собрании тайно сказали под расписку. Ну что может быть слаще? Поэтому ощущение, так сказать, участия в чем-то таком. Вот, соответственно, там действительно говорили чуть побольше. Например, Советский Союз в открытой печати не ругали, а о собраниях по полной программе. Китай тоже. Все там всем сестрам по серьгам расставалось, потому что основа политики – это равное удаление от Китая и СССР на протяжении всего этого времени. Значит так, самое интересное – это, конечно, третий тип собрания – это собрание, которое называлось Сэнхуаль-Чхонхуа, то есть собрание подведения обобщения итогов. Собрание обобщения жизни. Я перевожу это длинно и несколько неуклюже: собрание подведения итогов жизни. Хотя вот всего 4 китайских иероглифа, китайских, потому что в корейском языке вообще 70% общественно-политической лексики, 70% это китайские заимствования. Да. Мало. В японском тоже. И во вьетнамском. Хорошо у нас перепахал сосед великий. Так вот, значит, дальше. Соответственно, значит, что это такое? Что такое собрание? Его описательно, это не перевод, это описание, иногда называли собранием критики, самокритики и взаимной критики. Заключалось оно вот в чем. Вот собирается ячейка. В ячейке от 3 до 30 человек. От 3 до 30, не менее 3, не более 30. Организации, допустим, женского союза. И каждый участник, раз в неделю это проводится, в идеологически ответственных местах, например, богема, ну что с нее взять, артисты, певцы, там нужно 2 раза в неделю. Крестьяне раз в 10 дней, у них вообще 10-дневка, а не неделя в сельской местности. Значит, ты встаешь, и короткая ритуализированная 4-часная речь, 1-2 минуты. Во-первых, ты цитируешь вождя. Сначала только Ким Ир Сена, потом можно и Ким Чен Ира, а потом и Ким Чен Ына сейчас, но только 3. Ты цитируешь. Потом ты признаешься в каком-то проступке, который ты совершил за предшествующую неделю. После этого ты говоришь о причинах, которые тебя подвергли, по которым ты его совершил. Обычно это недостаточная идейная сознательность. И, наконец, ты обещаешь исправиться. За 2 минуты. Каждый. Проступки, естественно, признавались мелкие. Любимый руководитель, то есть Ким Чен Ир, говорил, что любовь к великому вождю, то есть к его отцу Ким Ир Сену, является основой политической сознательности масс. А я, допустим, в среду неправильно забыла вытереть и не стала вытирать по ленности своей портрет Ким Ир Сена. Это, кстати, небольшое прегрешение, вполне можно признать. Дальше 3-я часть идет. Это связано с тем, что я недостаточно глубоко усвоила великие идеи любимого руководителя, и дальше я буду еще больше усваивать и вытирать. Дальше. После этого должен стать еще один человек тебя покритиковать. Это, в общем, шоу, это спектакль. Люди договариваются, что они там друг другу будут говорить. Но это мощнейшее психологическое давление. Ты всегда боишься, что какой-то твой что-то серьезное, какой-то скелет, позвякивая позвонками, из шкафа это вылезет. А скелет это есть в шкафу, вообще говоря, у всех. И этот риск, он постоянно висит над тобой дамокловым мечом. Система эта, повторяю, очень и очень эффективная. Организационная жизнь – это контроль за человеком по месту работы. Публичное покаяние, если хотите. Дальше. Вот это все подробно описано.
Это, кстати, собрание в Детском союзе. Детский союз не совсем настоящая организация, но фотографии, сказать, настоящего собрания подведения итогов в жизни не нашлось. Итак, повторяю, постоянное воздействие. Дальше. Еще второй аспект. Это вот мы договорились, что человек подвергается такому контролю на работе. Отсюда, кстати, одна интересная особенность. Когда в начале 90-х стала валиться северокорейская экономика, северокорейские власти по-прежнему настаивали на том, чтобы население, точнее мужчины, на женщин это не распространялось в общих чертах, ну, как правило. Настаивали на том, чтобы мужчины ходили на работу, даже если там ничего не происходило. Они приходили на работу и стояли, то есть не стояли, естественно, не постоишь, сидели рядом с неработающими станками. Электричества не было, топлива не было, запчастей не было, рабочие были. Почему? Хотя бы полдня. Они удвоенно занимались организационной жизнью. Их иногда могли отправить на покраску деревьев или тротуара, но в основном трудовые мобилизации всяческие, но они были. Почему? С точки зрения власти это поведение было совершенно разумным, потому что власть понимала, что людей окормляют, следят, воспитывают. Между прочим, это еще и воспитание. Вот, ну ладно, об этом чуть, о позитивных сторонах этой системы чуть-чуть позже. Так вот, по месту работы. И если мы дадим им как зайчикам разбегаться по кустам, то мы потеряем контроль за населением. Женщины, ладно, фиг с ними. А вот мужиков надо досматривать. И поэтому заставляли ходить на работу, даже когда на работу, собственно говоря, не было. И возникла эта уникальная система Пхальсам, 3 августа система, которая предусматривала официальный откуп от права ходить на работу, то есть официальный получение, покупку у государства официально, не через взятку, это не взятка, официальную покупку у государства, право не ходить на работу и не участвовать в организационной жизни. То есть ты хочешь не ходить на работу, хочешь работать в частном секторе. Может, у тебя бизнес хочешь начать свой мелкий, а может, ты классный слесарь, и потребность тебе огромная в частном секторе, и тебе там будут платить в десятки раз больше, чем в госсекторе. Но ты должен договориться, и ты регулярно вносишь в фонд своего предприятия копеечку. Немалую, кстати, больше твоей официальной зарплаты существенно. За то, чтобы там не появляться и во всем этом не участвовать. А можно за меньшие деньги. Ты там не появляешься, а в этом все равно участвуешь. То есть ты проводишь инвестиционную жизнь все равно в предприятии. И весь вот этот вот, по крайней мере, мужская часть людей, работающих в частном секторе, это большая часть населения, с 90-х годов начиная и до сих пор. Это люди, которые формально, там есть еще несколько схем, я чуть-чуть упрощаю, но значительная их часть – это люди, которые формально числятся в каких-то предприятиях и как бы оттуда откупились через Пхальсамтон, через систему денег 3 августа. Но это мы заканчиваем с организационной жизнью, и теперь поговорим о народных группах Инминбан. Нужно же следить за тем, чтобы люди правильно вели себя и по месту жительства. Мы же, в конце концов, не только на работе находимся, да? Значит, нужно следить, да? Но тут, к счастью, помогли японцы. Дело в том, что, точнее, помогли древние китайцы. Как везде в Восточной Азии, все начинается с какой-нибудь ранней китайской династии. С давнего времени китайские власти, обеспокоенные отчасти сохранением общественного порядка, а отчасти собираемостью налогов, наглоплательщик убежал с трясем по принципу круговой поруки с мира, ввели систему, когда население страны делилось на небольшие группы, пятидворки, десятидворки, в общем, группы домохозяйств. То есть традиция очень старая. И японцы около 40-го года ее возрождают. Они в колониальной Корее, этого, кстати, в самой Японии тогда не было, потом чуть позже появилось и тут же исчезло. В колониальной Корее они создают группы взаимного надзора населения, так сказать, друг за другом, воспитания в духе любви к императору и еще, конечно же, карточная система, потому что карточная система вообще в Корее вели японцы, вообще говоря. Так вот, в конце 30-х, 37 по 42 год несколько приемов. Эти группы у японцев назывались патриотическими группами. Эгукпан.
когда это закончилось в 1945 году, когда Корея возвращает независимость к себе, их просто переименовали. Из патриотических групп они стали народными группами. Но это просто остались те же группы. Лет 15 они существовали, играя довольно скромную роль в местной жизни, а потом превратились в 60-е годы в важнейший институт контроля над населением. Значит, что это такое? Во-первых, кто входит в народную группу? Первое. В народную группу обычно входят люди, живущие по соседству. При Ким Ир Сене, даже в Пхеньяне, большая часть застройки была одноэтажной. Вот эти многоэтажные дома, вот тут вы видите многоэтажные дома в районе театра Мансуде, фонтаны. Кстати, очень красивое место, реально. Эти дома были построены в 70-е, но за ними вообще за район одноэтажной застройки. И вот, скажем так, от 10 до 40, до 50 домов, обычно порядка 20-30. Это вот инминбан, то есть это все соседи. Вот один квартал, все соседи – это один инминбан. Если это многоэтажный дом, то там, значит, подъезд. Это все, вот, кто живет в подъезде. Если дом очень высокий, сейчас же высокие дома построены, появились в Пхеньяне. Пхеньян очень сейчас развивался удачно последние, ну, там, с 2007 по 2020 год, там очень впечатляющий был рост. Именно в Пхеньяне. Так вот, там иногда, значит, если много этажей, там, скажем, до 10-го один инминбан, с 10 по 20 другой. У инминбана, у народной группы есть начальница. Это всегда женщина. Стараются набирать партийных. Но поскольку должность собачья, и особенно сейчас, в более поздние времена, значит, когда не удавалось найти партийных, беспартийную находили. Это редкое исключение, отход от принципа, что ты должен быть членом партии, чтобы быть руководителем. В чем заключались обязанности этой тетушки? Да, почему должность собачья? Потому что она конфликтообразная. Тетенька эта выполняет обязанности начальницы народной группы долго, лет 10, 15, 20. Но рано или поздно она уходит в отставку. Власть она теряет. А вот память о том, что она сделала, у соседей остается. А переехать она обычно-то не может. Потому как сменить место жительства в Корее можно, но сложно. Особенно в то время, о котором мы говорим. Сейчас попроще. Но тоже непросто. Соответственно, ей нужно вот как-то между струй проходить. И с начальством не поссориться, и с соседями. Такие чудеса дипломатии. Не всем нравилась эта работа, и, кто-то нравится, кому-то нет. За нее платят, причем в крупных городах довольно неплохо платят. Значит, что должны она была сделать народная группа? Во-первых, подразумевается, что начальница народной группы должна регулярно посещать все вверенные ей домохозяйства. Просто в гости ходить в обязательном порядке. Этого гостя нельзя не принять. В инструкциях постоянно, это вообще идиома, это не надо принимать совсем за чистую монету, но это такая форма речи, но тем не менее, что ты должна знать, сколько там палочек для еды и сколько ложек в каждом хозяйстве. То есть знать доходы, расходы. Если странный дисбаланс, то сигнализировать. Кому? Раз в неделю она разговаривает с участковым, милиции, то есть это самая служба общественной безопасности и также с оперуполномоченным госбезопасности. Просто разговаривает, но вот что-то у нее подозрительное. Она все равно обязательно, даже если не подозрительно, она все равно говорит: товарищ лейтенант, ничего подозрительного не обнаружено. А если подозрительное, говорит. И начинается разборка. А может, не начинается, это уж там как карта ляжет, как ситуация. Так вот, первое. Затем очень важный момент. Она ведет регистрацию посетителей. То есть существующая система контроля за передвижением предусматривает, что человек не может провести ночь за пределами своей постоянной по адресу, отличному от адреса своей регистрации, не зарегистрировавшись там. Это не означает, что тебе нельзя переночевать у друзей. Сколько угодно. Только ты обязан там заранее зарегистрироваться. До вечера ты приходишь к этой тетушке, у нее это самая сукпак тындокпу, по-моему, это бумага, она так разбух называется, или сукпакпу, по-моему, просто. И она записывает, она проверяет твои документы, естественно, записывает то, где ночуют. Все в порядке. Кроме того, она занимается организацией кучи хозяйственных и социальных вопросов, о чем чуть позже расскажем. Значит, учету. И тут самое интересное.
Это так называемые сукпакомьоль, проверки по месту жительства. Это обязательные, рандомно проводимые и сейчас проходящие до сих пор в крупных городах и приграничной зоне обыски всех, одновременный обыск, как раньше говорили, повальный обыск всех домохозяйств одной и той же народной группы. Как это делается? Ну вот я разговаривал с людьми, которые этим занимались. Значит, если это подъезд, там начинают с первого этажа. Приходит вот эта тетушка, но она не главная, она скорее так присутствует. Главная фигура – это полиция. Приходит полицейский патруль. Если там живут военнослужащие, там могут быть представители военной полиции. И начинается проверка. Значит, ставится патруль снаружи, чтобы никто там из окон не полез. И с первого этажа пошли вверх. А если квартал, то там, значит, по периметру. И, значит, каждый дом к 12 ночи примерно, там в начале первого. Тук-тук-тук-тук. Проверка. Сукпакомьоль. Открывайте. Открываем. Значит, что она делает? Первое, значит, они проверяют, раньше при Ким Ир Сене активно проверяли литературу, потому что не техническую иностранную литературу, а также некоторые виды старых изданий дома держать нельзя. Дальше проверяются пломбы на радиоприемниках. Почему пломбы на радиоприемниках? Чтобы не слушали радиовещание, потому что все официально произведенные радиоприемники, они имеют фиксированную настройку. Но это же корейцы, это же очень рукастые, головастые люди. Они могут взять и испортить радиоприемник и слушать всякие непотребства. Вот, соответственно, он с пломбочкой. А в приграничных районах телевизор с пломбочкой. Вопрос, какое телевидение блокировали? Переключатель почему закрывали? Китайское. Потому что китайское телевидение тоже вещало и вещает на корейском языке. Там корейский национальный район, в котором реально говорят на корейском, очень много. Но уровень информативности и свободомыслия просто несравнимо выше. Так вот, значит, это проверяют, но главное, быстро смотрят, нигде никто там не спрятался. Быстро судуки проверили, на балкон заглянули, не спит ли кто-то здесь не зарегистрированный. Но обычно, конечно, любовники и любовницы попадаются под это дело. А дальше что? А дальше, извините, административное правонарушение и, соответственно, идет сигнал по месту работы. Это вообще неприятно, но если там еще женатый замужний, то само понятно, прилетит сковородка и не одна. А если, скажем, в патриархальном обществе для вполне себе не замужней девушки быть извлеченной из постели где-то там, это серьезная проблема, сами понимаете. Об этом будет знать вся ее организация, весь завод. Поэтому, соответственно, это крайне неприятная вещь. Вот. Это вот обязанности Минбана. Но есть, кстати, обязанности хорошие. Мы сейчас о них поговорим. Значит, дальше. Вот это, кстати, патруль при входе в Минбан в Синэджу сделан. И надпись хорошая: «Крепи революционную деятельность», там написано. Благотворительная деятельность. Например, вам стучат в дверь. Вы думаете, это к вам пришел регулярный обыск? Возможно. А возможно, следят, не отравились ли вы угарным газом. Почему? Там, где традиционное отопление с использованием угольных брикетов, массовая причина. Кстати, в Южной Корее, вот северная, мне все время приходится делать сноску. А в Южной Корее до какого-то времени было то же самое. Или почти то же самое. А иногда хуже. Чаще не хуже, лучше, но тоже еще то. Так вот, значит, смотрите. Одна из проблем вообще в Корее, одна из главных причин смерти до 60-х годов в Южной Корее, в Северной тоже, но Северная Корея не публикует статистику смертности, а Южная публикует. Соответственно, что? Отравление угарным газом. В силу устройства отопления. Оно очень эффективное, это блестящая система. То есть под полом в корейском доме идет змеевик, у него теплый пол, нагревается, очень высокая эффективность. Каждая, так сказать, углиночка отдала энергию. Замечательно. Блестящая, кстати, именно корейская. У китайцев есть, но упрощенный вариант и похуже. Но проблема в том, что обеспечить герметичность соединения предпола не всегда удается и может пройти угарный газ. Поэтому необходимо что? Потушить, проветрить, закрыть. Пол-то весь прогрет, там массивные каменные плиты, они все равно теплые. Они быстро прогреют все. А вдруг что-то нет, и люди травятся. Соответственно, одна из обязанностей Минбан – патруль в 2 часа ночи, тук-тук-тук. А вы там случайно не отравились? Промучали? Все в порядке. Молчание, а ну пойдем проверять. И не 1 сотню, а может, не 1000 людей спасли, вообще-то говоря. Или другой момент.
Уборка. Уборка территории. Мадан Чонсо. Корея северная очень аккуратная страна. Вот вы видим сейчас вот эту фотографию в Сидэчжу, это где-то лет 15 назад. Видите, ну, мягко говоря, асфальта, естественно, никакого нет. Все. А грязь есть? Мусор есть? Нет, мусора нет. Почему? Убрали. Кто? А вот все местные жители, которых организовала эта самая Нона Мордюкова из фильма «Бриллиантовая рука». Но на стероидах. То есть у них график. Каждое из домохозяйств раз, скажем, в месяц или там раз в неделю, в зависимости от кучи факторов, но не рассчитывают, выделяет человека. Человек берет метлу, совок, ведерочко и идет вот это все убирать в 5 утра. А если нужно, ну вот, например, нужно привести в порядок газон. Газонокосилок нет. Вместо газонокосилок используются отобранные по линии инминбана тетушки. Ручками, маленькими ножичками. Но газоны в Пхеньяне все очень аккуратны. Это все тоже делает Инминбан. И ремонт зданий, и отгрузка туалетной жижи. Все это делается по этой линии. Кроме того, еще один момент – это… да, кстати, интересно сейчас вот в связи с ростом, то есть не ростом, а маркетизацией, капитализацией, вот этих обязанностей по уборке стали часто откупаться. Просто богатые люди реально нанимают бедных соседей, чтобы они вместо них там по утрам ходили махать метлой и лопатой, и все. Или выщипывать траву. Часто обе стороны довольны. Так вот, кроме этого, еще такой момент – это социальные… Эта же тетка, она еще и социальный работник. Потому что, ну уж если муж бьет жену слишком сильно, по крайней мере, она же точно тоже участковому скажет. Участковый придет разбираться. Если уж совсем не по понятиям, то могут быть и проблемы. Заболел одинокий старик. Это ее обязанность организовать уход за ним по линии Инминбана. И это в общем в определенных пределах работает. Она еще и социальный работник. Вот такая система. Контроль – да. Надзор – да. Выявление правонарушений – да. А с другой стороны вот это. А с третьей стороны еще один интересный момент. Может быть, об этом чуть дальше можно сказать, а можно и сейчас. Северная Корея – это страна с очень низким уровнем преступности. Насильственной. Вот я в свое время сейчас в последнее время много меньше, но так по разным причинам сложилось, занимался тем, что проводил исследовательские интервью с северокорейскими беженцами, мигрантами, ну, в основном в Южной Корее, ну, пока было можно в Китае, сейчас в Китае стало почти нельзя. И вот разговариваю я с человеком, тетенька, занималась торговлей обувью, мелкий опт, обувь. Она выезжала в специальную экономическую зону Расон, Рачин-Сонбон, где закупала партии обуви, грузила это на грузовик, естественно, частный, и привозила к себе на рынок и продавала уже не сама на рынке, а продавала местным, ну, розницу, да, вот ритейлу там уж местному. При этом она, естественно, отправлялась туда с сумкой полной наличности. Я ее спрашиваю, очень похожая история была с одной валютчицей, та же самая история. Я ее спрашиваю, опасно ведь? Представляете, конец 90-х, страна голодает, и вот тетенька ездит по стране с сумкой наличности. Я спрашиваю, опасно? Она говорит, ой, как опасно. Дороги, у нас там асфальта нигде нет. И вот у нас там в таком-то году опрокинулась машина, там грузовик, и там сколько людей-то подавило. И я начинаю понимать, что опасность у нее связана с плохими дорожными условиями в провинции Северная Хамгён. О том, что ее могут взять на гоп-стоп с сумкой полной китайской валюты. Естественно, все расчеты там идут в китайских деньгах. Иногда в американских, в основном в китайских. Эта мысль тетеньке в голову не приходит. Просто не приходит. Убийство – это ЧП, на которое секретарь райкома приезжает немедленно. Да, начальник управления внутренних дел, уж сам собой районного. Почему? А вот потому, что среди всего прочего вот этот надзор, он и работает и в эту сторону. За анекдоты садят, но и за уголовку тоже. Все, я говорю, все довольно своеобразно. Так вот, итак, этот контроль. Да, вот, смотрите, вот еще вопрос тут у нас вставлен. Я сейчас прячусь, чтобы не мешать вашим телефонам, и посмотрим, как вы… На этот раз у нас, надеюсь, сработает. Так, семейная диктатура, ну, согласен. Так, пока вроде бы лидирует семейная диктатура и неофеодальная монархия. Ну, честно говоря, я бы и сам так сказал. Да, авторитарный режим, ну, культ личности – это черта. Все вроде бы, да?
голосование наше закончилось почти. Значит, ну что же, победила семейная диктатура, с ощутимым, но не катастрофическим отрывом идет неофеодальная монархия. Но я бы сказал, вот действительно, чтобы понять, как работает Северная Корея, особенно политика, очень полезно вспоминать традиционные монархии. Очень много похожего. И сословная, квазисословная система есть, и элита, состоящая из баронов, точнее, потомков тех баронов, которые с отцом-основателем неслись на решающий штурм и так далее. Очень похоже. И система ценностей, кстати, похожа. Теперь поговорим о том, как сделать так, чтобы народ знал то, что знать полезно, а не знал, чего знать не полезно. Сразу скажу, что вот этот контроль над информацией в внешнем мире, вот эта самоизоляция, которая у нас уже в первом, так сказать, опросе мелькала, она, на мой взгляд, является, понимаете, часто, особенно в западных изданиях, говорится, параноидальная диктатура. Ну, может, и диктатура, но уж точно не параноидальная. Вообще говоря, когда вот 40 лет назад, ровненько 40 лет назад, 40 лет и 1 месяц назад, когда я начинал заниматься Северной Кореей, все в Советском Союзе, нет, не диссиденты на кухнях, а работники ЦК, были уверены, что в долгосрочной перспективе эта система будущего не умеет. Ну и где оно, то ЦК, а те диссиденты? А где система? А вообще говоря, практика, как известно, главный критерий истины. Ребята живы. И я, честно говоря, думаю, что даже если буду много заниматься спортом, ограничивать себя в еде, эта система меня переживет. И самый молодой из моих аспирантов еще успеет выйти на пенсию, возможно, изучая эту систему. Вот так. Значит, дальше. Так вот, почему? Одна из причин. Одна из причин заключается в том, так никакой паранойи там нет, как раз все очень разумно. Одна из причин заключается в том, что когда Корея была разделена, Северная Корея унаследовала от юга высокоразвитую промышленность. Японцы, в отличие от большинства колониальных империй, которые, ну, скажем, по меньшей мере неохотно развивали недобывающую промышленность. Добывающую промышленность – это да. В колонии развивать самое милое дело. Сельскохозяйственное производство сырья – да. А вот развивать обрабатывающую промышленность империи не любили, а японцы развивали. Не потому, что японцы очень любили корейцев и очень благородными были, а потому, что они считали, что Корея в Японии навсегда. В Англии так не считали, что Индия навсегда, а в Японии считали. И потому что в северной части страны располагались определенные запасы полезных ископаемых. Юг пустой, вообще пустой. Поэтому юг был отсталой аграрной территорией, а север был самым развитым индустриальным районом Восточной Азии за пределами Японии. В результате на севере уровень жизни был ощутимо выше, чем на юге, примерно 1,5-2 раза выше. Но сейчас разрыв, если брать официальные северокорейские сведения. Они эти сведения, естественно, у себя не публикуют, но периодически передают. Иногда они сливают через Институт экономики. Но последняя передача была уж официальной не бывает. Они сдали отчет в ООН в 2021 году, где сообщается, что их ВВП на душу населения – это $1318. В Южной Корее что-то там в районе 33 тысяч. 25-кратный разрыв, примерно чуть побольше, что является самым крупным разрывом между двумя государствами, имеющими сухопутную границу. Это означает, что если население Северной Кореи узнает об этом разрыве, то у него возникнут очень серьезные сомнения. И китайцы знают о разрыве с Японией, но это их не волнует, потому что Япония другая страна. А север-то не другая страна, юг. Официально это одна нация. Ну и действительно, в общем, сложный очень вопрос, одна или не одна, но всяко на одном языке говорят. И, соответственно, для обеспечения политической стабильности крайне важно свести к минимуму количество людей, какое-то количество это знает, но это те, кому надо, которые имеют представление о уровне жизни Южной Кореи. И вообще всего внешнего мира, и особенно Южной Кореи. И для этого необходимо контролировать население, доступ к информации. Это очень важно. Это вопрос выживания, это вопрос поддержания порядка и стабильности. И надо помнить, что, открыв массам доступ к, так сказать, живительному источнику знаний, элита совершит политическое самоубийство. И она отлично знает это. Я помню еще в 1984 году, вот в 1985 где-то, когда вот мое первое, так сказать, продолжительное пребывание в Северной Корее, там учился год, значит, и разговаривают, там преподаватель
которому, так сказать, разрешено было с нами общаться. Ну, я думаю, куда надо, он писал. Ну, он не особист там отдельно был. Вот, он преподаватель. И вот я упоминаю, что у меня дома есть коротковолновый приемник. Хороший радиоприемник у меня был, матушка мне подарила по поводу поступления. Тяжелый, ну, такой хороший. Знаете, такой вот советское качество иногда вызывает усмешку, но кое-что у нас умели делать. Оно было тяжелым, неповоротливым, но надежным. Как холодильник, который по 30 лет работал. Вот такой же был приемник. Чувствительный, избирательный, замечательный. Значит, он говорит, и типа вот что угодно можно. Ну, я говорю, ну, можно, слушайте, и ты иностранный? Да, говорю, конечно, слушаю иностранный. А ведь там, говорит, причем человек явно удивлен, это явно у него слушает такое поскрипывание в голове, и он задает вопрос, но ведь может быть там же передачи с нездоровым идеологическим содержанием. Ну да, наверное. С другой стороны, вот дослушались нездорового содержания. А они слушают здоровое. И внук этого товарища, наверное, до сих пор имеет большую зарплату, хороший паёк. Так вот, первый момент, который тут надо иметь в виду, я уже коротко упомянул, это контроль над фиксированная настройка. Фиксированная настройка радиоприемника. Вопрос, кстати, такой. Вот если вы купили приемник в валютном магазине, а хождение валюты с 70-х годов в Северной Корее очень свободная. Долгая история. Почему? Просто замечу это. И тоже причина была, это не случайность. Так вот, и если ты купил приемник в валютном магазине, то что ты должен сделать? Ты не сам можешь, ты идешь в полицию. У них есть специальная мастерская. Мастерской его переделают, так что можно слушать правильные передачи и запломбируют. Вот так. И за границу тоже можно привезти, то по той же схеме. Это нормально. Так вот, значит, дальше. Радиоприемники. Интернет. Вообще говоря, что-то у меня сейчас выскочила цифра, она очень высокая для такой бедной страны. В Северной Корее много компьютеров. Для такой бедной страны много компьютеров. Повторяю, в Корее живут корейцы. А корейцы народ головастый и учиться любят. Потому что компьютеров много, они к интернету не подсоединены. У них свой интернет, точнее, собственный национальных масштабов интернет, который физически с большим интернетом не подсоединен. У них своя сеть, там сайты, там все, что положено, там файлообменные системы, там почта, все есть. Но с большим интернетом не подсоединено никак. А машины, которые подсоединены к большому интернету, это режимные объекты. Право пользования ими выдаются компетентными органами, не располагаются в специально охраняемых помещениях. Ты не можешь подсоединить свой обычный компьютер. Нет, есть места и есть люди, которые могут. Но их очень мало. Обычный человек не может подсоединить свой обычный компьютер к интернету. Они находятся в отдельных местах. Ну, знаете, кстати, вот вам интересную вещь расскажу по поводу устройства телефонной сети, чтобы было это понятно, как это все делается. В Корее существует 3 вида сотовый телефон. Их очень много. 7 миллионов подписчиков. То есть 7 миллионов соглашений. Подписчиков меньше. В силу особенностей тарифной системы, люди, которым много нужно пользоваться телефоном, они обычно оформляют 2 телефона. Один на себя, другой на подставное лицо. Теоретически на телефон может быть сотовый только один у человека, но есть способы обойти. Так что реальных пользователей 5 миллионов тоже не так плохо. Существует, чтобы было понятно, 3 системы, 3 телефонные сети. Есть первая собственная обычная телефонная сеть. Есть 2 провайдера конкурирующих, которые обеспечивают обычную телефонную сеть. Все нормально. Но с этой телефонной сети выход за границу невозможен. Выход в интернет, естественно, тоже невозможен. Есть вторая телефонная сеть, к которой подключены трубки иностранцев, от туристов до сотрудников иностранных учреждений, которой можно звонить за границу. Но нельзя звонить на первую сеть и получать звонки с первой сети. Если у тебя знакомый иностранец, ты ему не можешь позвонить со своего сотового. И твой знакомый иностранец не может тебе позвонить на сотовый. И третья сеть, сеть правительственной спецсвязи, это отдельные телефоны с шифрованием. Там усложненные повышенные системы шифрования, это выдается начальству, которое тоже не соединяется ни с первой, ни со второй сетью. Хорошо? Вот. Поехали дальше. Но это так, небольшое отвлечение. Значит, издание... Старая литература, нет, иностранная нетехническая литература в спецхран, включая периодику, включая худлит. Ну, за худлитом сейчас следят послабее, но теоретически он должен быть в спецхране. Теоретически его нельзя хранить дома, на практике можно. И старые собственные издания, старые газеты тоже в спецхране. А почему?
Да, история-то меняется. История же меняется в зависимости от политики. Сегодня хороший человек, завтра плохой. Сегодня друг Советский Союз, освободитель. А потом вдруг выясняется, что освободители-то мы сами себя. Открывают, смотрят на старую газету, а там никаких вообще корейских партизан не говорится об их участии в освобождении страны. По простой причине их не было, ни одного человека. А потом вдруг они освободили эти партизаны. В советских войсках вообще нет слова. А потом вдруг появляются советские войска, но в качестве помощников. А зачем это человеку-то читать? Вопросы будут. Вот. Поэтому это все в спецохране идет. Вот. Значит, в этом смысле контроль над прошлым. И передвижение по стране, обязательно оно допустимо по так называемому разрешению на поездку. Без этого не продадут билеты, для этого могут задержать на улице, и без этого ты не зарегистрируешься ни в гостинице, ни даже у своих друзей. Помните, что когда вы ночуете у друзей, вы должны предъявить удостоверение личности. Если у тебя прописка-то в другой провинции или в другом городе, ты должен объяснить, что ты, собственно говоря, здесь делаешь. И для этого ты приказываешь разрешение на поездку. Разрешение 3 типов было. Ну, упростя, сейчас скажем, 2 типов. Обычное разрешение выдавалось по следующей процедуре. Вот у человека есть тетушка в Урюпинске, да, скажем, в Вансане. Ну, Вансан не Урюпинск, конечно, побольше, мягко скажем. Ну, есть тетушка где-то. Значит, соответственно, человек она отправляет приглашение. Хочу с племянником пообщаться. Нормально. Тетушка имеет право общаться с племянником без проблем. Племянник берет это приглашение, идет в собственную организацию, к начальнику организации. Помните, Комсомол, Женсоюз, получает штампик. К начальнику просто обыкновенному, своему непосредственному супервайзеру, выражаясь на западный манер, на работе получает штампик. И к начальнику народной группы получает штампик. После чего он идет во 2-й отдел управления, во 2-й отдел Народного комитета, то есть муниципалитета, и там получает это разрешение. Но если тетушка живет в районах особым режимом, например, в городе Пхеньяне, в приграничных районах, то тогда он получает не обычное разрешение, а разрешение с регистрационным номером, которое делается уже в Пхеньяне. То есть на 2-м отделе, во 2-м возьмут документы и отправят запрос в Пхеньян. И Пхеньян может дать это разрешение, точнее, фактически это просто серия номеров выпускается. Она там отправляется соответствующую. Но есть квоты, сколько можно номеров каждого административной единицы получить. И если все в порядке, ты получаешь такое замечательное разрешение, это для Пхеньяна с красной полосой. Вот оно такое хорошее, где оно. Вот оно, красное. Это служебное разрешение начала 90-х, нет, конец 90-х годов, выданное в Вансане. Вот оно так выглядит. Сообщается, кто едет, какого учреждения, с какой целью, куда, на какой срок. Вот так. Вот. Без этого, повторяю, проблемы будут. Любопытный момент, что если у тебя есть вот такая вот штучка, это разрешение удостоверение жителя Пхеньяна, то, как понятно, что жители внутримкадья по сравнению с жителями замкадья имеют определенные привилегии. Поэтому, соответственно, житель Пхеньяна может ездить в ближайшие провинции. Жители провинции не могут ездить в Пхеньян, а он может ездить в Пхеньян туда. Такое вот некая асимметрия прав и привилегий. Есть специальные другие формы там, для железнодорожников, для водителей транспортных средств, вездеходное разрешение на поездку для чиновников, но без этого разрешения ты выехать за пределы бывали периоды уезда обычно провинции или города не можешь. Да, вот фотография. Обратите внимание, вот это это не вагон, это вагон метро Пхеньянского. Значит, там ходят вагоны в основном китайского производства и восточно-германские, БУ импортированные. И вот в каждом вагоне полагается присутствие, как в любом официальном учреждении, 2 портретов стандартных. Они стандартные. Портрет вождя и портреты вождей, значит, соответственно, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Обратите внимание, что почему оно есть в метро? Потому что метро считается разновидностью железнодорожного транспорта. А в железнодорожном транспорте полагается иметь портрет вождя. А вот в обычном транспорте нельзя иметь портрета вождя. Поэтому в трамвае портрета вождя не будет. А в метро будет. В автобусе не будет. А в электричке будет. Все по правилам.
и куда вывешивать, и на какую высоту, и что там еще может находиться. Все описано. Это, повторяю, это не творчество масс. Это не означает, что людям это не нравится. Иногда не нравится, иногда к этому просто привыкли. Главное, что все четко прописано. Бюрократические, четкие бюрократические инструкции. Маленькая страна с хорошей связью, с хорошей управляемостью. Вот так. Да, кстати, о том, что вагоны импортные, когда китайские вагоны пришли туда в середине 70-х, когда метро запускали, первое, что сделали корейские администраторы, что они сделали с этими вагонами, как вы думаете? Шильдики сняли. Почему? А чтобы народ не знал, что вагоны китайские. Точно так же с советского оборудования снимали шильдики, любые вообще указания внешние, что это советское оборудование. С болгарских компьютеров снимали. Все это происходило в те времена. Потому как на собственные силы. Помощь просили и выбивались с исключительным мастерством, но внутри народу незачем знать, откуда данные вагоны приехали, чтобы подразумевалось, что они свои. Да, кстати сказать, любопытный момент, что выезд за границу при развитом кимирсонизме был для рядового населения закрыт. Для рядового сколько угодно. Высшая, самая верхушка, они ездили, они спокойно ездили в Швейцарии, члены семьи. Ким Чен Ын ведь не первый член семьи Кимов, который учился в Швейцарии. Они довольно активно учились в Швейцарии. Они любили Швейцарию. Но они сейчас там любят, но они там больше по банковской части сейчас. А тогда раньше они там еще и учились. Но это касалось... Обычный народ выезжать не мог до начала 2000-х годов. С начала 2000-х стало реально получать паспорта, и, правда, почти исключительно для Китая, но можно выезжать в частном порядке. Гастарбайтеры, часть едет организованно, набранная там вот в Россию, допустим, и в Китай, а часть в частном порядке получает паспорта для якобы посещения родственников и едет, и там работают тоже на стройках гастарбайтеры. Так вот, дальше. Что произошло последние 30 лет, после того, как эта ситуация изменилась, после того, как стало возникать новое корейское общество, общество постсоциалистическое, общество переходное, когда появился частный сектор, который там по разным оценкам от 20 с чем-то до 40 с чем-то процентов ВВП дает и так далее. Первое, что началось, поддерживать старую систему оказалось невозможно, потому что она дорогая. Она в некоторых случаях снижает эффективность, и вот этим всем контролерам, надзирателям, воспитателям нужно же денежку платить. А с деньгами стало плохо, потому что советские деньги перестали приходить, китайские деньги перестали приходить, остановилась промышленность, был спад. Они вышли из этого спада, но 90-е годы – это время катастрофического спада. Примерно половину спад промышленного производства, примерно 50%. Соответственно, значит, очень многое пришлось отбросить и усечь. Появилась коррупция, потому что в времена Ким Ир Сена коррупция была маленькая, практически не было. Смысла брать взятки не было. У денег не было силы. Потому что вот эта вот мечта народа, о которой я начал говорить, о правильном обществе, там ведь еще один момент. Это общество, в котором деньги силы не имеют. Имеют дело и значение твои заслуги перед обществом, которые определяет чиновник, назначенный мудрым монархом, вождем, но не деньги. Так вот, а тут появилась сила у денег, появилась коррупция. Соответственно, иногда стало можно откупиться. Вдобавок, те же женщины, например, они же пошли зарабатывать деньги. Вот в этой новой экономике частной женщины играют огромную роль. У нее женское лицо. У них было время. Они могли, зарегистрировавшись домохозяйками, спокойно заниматься, работать в частном секторе. Кто-то там собственный бизнес раскручивал, иногда успешно. Кто-то просто работал по найму. И создалась ситуация, например, когда во многих семьях источником доходов стала зарплата женщины, а не мужчины. И представляете, шуточки пошли типа такого. А что общего между мужем и собачкой? Они милые, да, ничего особо не делают, но днем, если в дом залезли грабители, поднимают шум. Соответственно, так что случаев таких много ходит среди лихих пхеньянских тетушек. Скорее, северокорейских больше даже, чем пхеньянских. Так вот, соответственно, что произошло? Во-первых, организационная жизнь в очень большой степени развалилась, но не пропорционально. Партийная работает почти по-старому. В Союзе молодежи уже много меньше. Все остальное практически только отписки. То есть формально на бумаге все эти собрания проводятся, практически они либо не проводятся, или проводятся совершенно поверхностно. Народная группа по-прежнему существует, но внимательно следить за доходами и расходами, естественно, хозяйка, то есть начальница уже не следит. И переночевать за пределами дома, извините, появились мелкие частные гостиницы. Естественно, вопрос решается наличкой.
Поездки внутри страны сколько угодно. Хотя Пхеньян по-прежнему весьма трудно попасть. Вот Пхеньян, они удержали контроль над Пхеньяном. А вот внутри страны обычные поездки, в принципе, все можно, во-первых, уже без всяких формальностей на месте тебе можно это за маленькую, совершенно мизерную взятку получить, это разрешение. А во-вторых, можно без разрешения ехать. И если тебя там тормознули, а особого рвения контролирующие инстанции больше не проявляют, то можно вопрос решить, откупившись просто на месте. Вот так. То есть система сильно проржавела, но неравномерно. Что-то работает хуже, что-то перестало работать и осталось только на бумаге. Вот так вот. Хотя сейчас Ким Чен Ын, конечно, получив денежки определенные, китайские, а потом и российские, пытается эту систему починить. Насколько это ему удастся, покажет время. Вот так. На этом, значит, мое выступление заканчивается, я думаю. И вот, кстати, вот частные такси. И уже и за модой особо не гоняется. И закончим следующий. Вот вопрос зададим. Чего же можно хорошего сказать об этой стране? У меня есть чего хорошего сказать об этой стране, между прочим. Но сначала давайте посмотрим, что вы скажете. Да, порядок, стабильность. Собачки. А вы знаете, что собачки народ начинает воспринимать все больше собачки не как источник ценного белка и полезного мяса, а как друга человека? Вот я помню, как меня поразили в 2005 году, когда после примерно 15-летнего перерыва я опять показался в Пхеньяне в 2005 году, я увидел небольшое количество декоративных собачек. А в 2018 году, в 2016, ну и в 2018, каждый раз, когда я после этого оказывался, и было все больше, больше и больше. И сейчас просто реально всякие декоративные мопсики и пудельки ходят абсолютно уверенные в собственной безопасности, ходят по городу и все. Ну, в деревне, я думаю, они не очень бы походили, но в городе можно. Убивает только власть. Да, между прочим. И вот есть человек, один швейцарский предприниматель, Апт, который меня и некоторых людей часто критикует за то, что мы слишком плохо относимся к Корее. Он в Африке вообще работал. И Северная Корея ему показалась совершенно райским местом. Потому что он говорит, когда ты выезжаешь из города, ты знаешь, что тебе не застрелит первый же полицейский патруль. Вот не застрелит, а в Африке может. Вот. Забота о стариках. Ну, по крайней мере, в условиях бедной страны очень даже неплохо получается. Так, квадроберов нет, ну, наверное, да. Поддержка населения, да, кое-чего есть. Соцэксперимент, великолепный соцэксперимент. Порядок, чистота, безопасность, да, я согласен. Если ты анекдотов о вожде не рассказываешь, или твой муж не рассказывает анекдотов о вожде, то, в принципе, безопасность, она реально есть. Есть еще, знаете, какие вещи, например? Страна обладает очень неплохим для такой бедной страны уровнем образования. 100% грамотность. 100%. Сейчас многие уже подтягиваются, но еще лет 20 назад это была, конечно, козырная карта. То есть посмотреть по уровню ВВП Северной Кореи и страны с похожим ВВП, вы видите, насколько выше очень многие социальные индикаторы в Северной Корее, включая и образование. Чем выше уровень, правда, образования, тем хуже с ним, но начальное и даже среднее очень неплохо. Или медицина. В принципе, медицина, так сказать, высоких достижений не очень хорошо. В принципе, отставание от Южной Кореи огромное и растет. Но с другой стороны, если сравнивать не с богатой, супер-пупер богатой Южной Кореей, а с другими столь же бедными странами, то вы увидите, что реально уровень жизни, средняя ожидаемая продолжительность жизни очень неплохая. До 70 лет народ так доживает. Ну, там он колебался, а сейчас чуть больше 70. Там во время голода было пониже. И вот почему. А потому что такую замечательную фразу есть один у меня знакомый, который вырос в Корее. Он абсолютно белый, абсолютно не корейской внешности, но он вырос в Корее, гражданин Кореи, кстати, южный, и свободно говорит по-корейски, абсолютно свободно. И вот он работал тоже врачом в всяких горячих точках, и в частности в Северной Корее. И вот он говорит, мечта врача — работать в полицейском государстве. Вот он делал флюорографию на туберкулез, приезжает фургон, свисток, по свистку начальник этих тетушек, все выстроились в очередь, быстренько, не создавая толкотни, отщелкали флюорографию. Они быстро проанализировали, проверили случаи, выделили, с кем надо работать, у кого есть подозрение на туберкулез, поехали дальше. Он говорит, в Африке
за целый день мы бы полдеревни в лучшем случае бы отсняли. Тут за несколько часов все готово, покатила наша машинка дальше. Следующую деревню проверять. Вот так. Что у нас тут еще хорошее? Так, чисто, ну это да. Технологии очень выборочные. Горы удивительно красивые. Интересная история. Ну да, особенно, как выражался один мой хороший знакомый и коллега, очень интересная. Особенно, если наблюдать за ней с другой стороны ограды посольства. Вот. Но он так и наблюдает. Так, вот так, да. Все, давайте тогда на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. И начинаем вопросы. Большое спасибо. Самая лучшая этнографическая лекция, которую я слышал. Скажите, есть ли данные по поводу пандемии ковида? Как они прошли и как это повлияло? Они очень долго, они ввели очень жесткий карантин, жесточайший. Вплоть до того, что с кошками боролись. Был период, поскольку кошки могли быть носителями, когда в приграничных районах реально развешивали объявление, что вообще полиция стреляет по гуляющим кошкам без предупреждения. То есть, если вам дорог ваш мохнатый и хвостатый, держите его дома. Если он ушел, на него полиция стреляет на поражение в кота. Вдруг он из Китая кот заразный. Были переборы совершенно фантастические. И они довольно долго держались, а потом прорвало. Потом все-таки прорвалась эпидемия, и они признали это. Они публиковали данные о количестве заболевших. Правда, не о количестве умерших, но о количестве заболевших они данные давали. Потом перестали, правда. Но конкретных, поскольку они не публикуют серьезно никакой демографической статистики, мы не знаем. Вакцинацию они проводили частично и выборочно. Полноценной вакцинации они повальной не проводили, они проводили выборочную вакцинацию. Известно, что Ким Чен Ын болел, это официально было сообщено, что Ким Чен Ын тоже болел ковидом. И когда была болезнь, там это подавалось, там показывали, как Ким Чен Ын с женой там лично собирают посылки, такой немножко демократический, такой немножко спектакль для демократических стран более характерный. Ну, наверное, доля искренности в нем тоже есть и там, но как там Ким Чен Ын с женой там они упаковывают посылки с лекарствами, да, были перебои, но кое-что, в общем-то, доставили. Но, повторяю, точно, да, прорыв был, они это признали. Китайское что-то они из Китая возили. Но конкретных данных о масштабах вакцинации никогда не публиковалось, ни об объемах ввоза. Известно, что она не была всеобщей. Вот так. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня тоже вопрос про медицину. Есть ли в Северной Корее производство медикаментов или это в основном импортные медикаменты? Производство есть, но в основном импортные. Значит, китайские, а последнее время, момент последней поездки, 16-18 год, когда мне удавалось заходить в аптеки, это очень много наших российских медикаментов. Неожиданно, даже не ожидал, что их будет столько, в принципе. И тут, конечно, такая засада, при том, что на бумаге медицинское обслуживание бесплатное, на практике в большинстве случаев ты должен сам покупать медикаменты по рыночной цене. Схем страховой или субсидируемой медицины, практически они есть, но они мертвы из-за отсутствия финансирования. Поэтому в принципе, аптеки есть, и там медикаменты продаются, но ты должен покупать их за собственный счет. И это не всегда, бывает в сложных случаях не по карману. Импорт, в основном импорт. Свое есть, но очень мало. Вот сейчас, например, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, на последние 2-3 недели они начали ввоз вакцин, обычные вакцины, там какие-то пятеричные, я же не медик, я же не знаю точно, не могу сказать. Но это обычные вакцинации для детей, потому что у них не было собственного производства вакцин, они их получали из-за границы. Не закупали именно бесплатно, в рамках гуманитарной помощи получали. И поскольку в период ковида они полностью закрыли границы, они в общем почти не возили лекарств. Возили, но в очень маленьких количествах. И вот сейчас ВОЗ им срочно отгружает большие партии вакцин, чтобы провести вакцинацию детей, которые родились в последние годы и не прошли плановой вакцинации. Как, например, во время ковида с инсулином, например, было? Плохо. Это одна из причин, почему все посольства, включая и российское, резко сократили свой состав. У них были проблемы даже с китайским послом. Пришлось китайского посла, так сказать, заменять просто потому, что, по слухам, одна из причин, он диабетик, и даже для китайского посла, там где почта не ходила нормально. То есть даже для этого
даже иностранцы испытывали проблемы. Вот поэтому, например, опердипсостав российского посольства был резко сокращен. Ну, во-первых, работы-то особо не было в этот период, а во-вторых, просто посол реально беспокоился, что, ну, всем памятны кадры, когда там на ручной дрезине человека вывозили. А вообще говоря, это те кадры, которые попали, а там много чего такого, что не попало в кадр, не было растиражировано, происходило. Так что и с инсулином были проблемы. Вот и у китайцев там с послом были, у диабетиков проблемы из-за этого. Вот так. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. У меня два вопроса, один подлиннее, один короткий, наверное, совсем. У меня не укладывается в голове, каким образом вот сейчас, в нынешний момент, им удается удерживать эффективно эту информационную изоляцию. То есть совершенно понятно, как это происходило там условно в 60-е, 70-е годы, наверное, да? Но сейчас это, как я понимаю, высокоурбанизированное общество. Довольно, для такого бедного очень высокоурбанизированное. Ну, да. то есть есть большие города, там живет много людей, Да. там есть некое свое подобие какой-то вот, ну, внутренней сети, и телефонной, и интернет-сети. Да, неплохая. Они очень сильно развернули как сотовую, так и нормальную проводную телефонию. Да. Да, ну то есть к чему я это все говорю? К тому, что вот мы видим там по примерам других обществ, даже очень атомизированных, если даже чуть-чуть информации попадает, она начинает мультиплицироваться моментально, и все об этом узнают. Есть ли такое сейчас, и почему это не приводит ни к чему? Понимают лишь сами люди, что ли, что не надо ничего менять? Ну, кто-то так думает, но большинство просто... Во-первых, так, единство элит, конечно, потому что любые революционные брожения начинаются с единства элит, а северокорейская элита – это люди на подводной лодке. Выхода нет. Но элита Но- же это всегда меньший процент. Да, это первое, я говорю, это первый список. Второе, элементарно страшно. В-третьих, нет государства, я об этом просто не говорил, оно очень четко, последовательно разбивает любые, за одним исключением, любые горизонтальные связи. То есть создать условно любой клуб по интересам невозможно, если это вне вот этой системы. То есть любой клуб по интересам будет создан, если он вообще его разрешат создать, в рамках существующих вот этих организационных структур. Исключение – это экономические организации. Вот зарабатывать деньги – это нормально. Но вообще к экономическому там даже такая особенность, что экономические протесты, ну, их последние годы не было, но был период, когда были довольно часто демонстрации противоправительственные, ну не правительственные, конечно, демонстрации недовольных в Северной Корее. Их даже особо жестоко не давили. Но причины, по которым можно было протестовать, кроме одного случая, когда это было вызвано несправедливым судейством против северокорейской футбольной сборной, было такое дело, 2004, по-моему, или 2005 год. Кроме этого, это были какие-то нарушения прав торговли, прав бизнеса. Вот здесь нормально. Если происходило что-то такое, то зачастую наказывали не демонстрантов, а чиновников, которые что-то неправильно, не по праву сделали. Все прочие организации раздавливаются. То есть отчасти страшно, отчасти нет руководства элит, отчасти нет возможности договориться. Кроме того, вот когда вы говорите, что все будет распространяться, понимаете, вот когда нам рассказывали, что все будет распространяться вот в этом обществе, ну, я тоже в это верил. А сейчас у меня очень большие сомнения. Даже тот же самый интернет, он же не с неба берется. Ну, Starlink, там все такое. Но по большому счету интернет-то это провайдеры. Или, ну, там свой интернет, это провайдеры, где вполне может сидеть товарищ майор. Собственно, там не вполне может, он там сидит гарантированно. Люди это понимают, люди ведут себя достаточно осторожно. Операционная система на базе Linux, которая не позволяет открывать файл без специальных, без специальной подписи. То есть ты не можешь взять просто вот флешку вставить туда, если она не соответствующим образом не авторизована и так далее. Спасибо. Кое-что распространяется. Например, последние годы к большому неудовольствию стало распространяться понимание того, что Южная Корея богато живет, несмотря на все эти усилия. Но Ким Чен Ына это очень беспокоит. Именно поэтому он в последнее время стал очень сильно затягивать гайки именно в этом направлении. Спасибо большое. Короткий вопрос, второй. Вот я гражданин РФ, у меня были, скажем так, проблемы с российским государством. Я, соответственно, сейчас живу здесь, там не появляюсь. Если я захочу поехать в Северную Корею, как вы оцениваете риски для меня?
Не, я вполне серьезно, Нет, потому что они вроде собрались думаю, туризм что возобновлять. сможете ли вы получить... Да, российские турфирмы организуют въезд в Северную Корею. Российский паспорт – это единственный паспорт на настоящий момент, который дает право на въезд в Северную Корею в качестве туриста. Даже китайцев не пускают. Даже китайцев сейчас не пускают, что немножко непонятно. Но можете ли вы оформить турвизу, не въезжая в Москву? Ну, не в Москву, там одна в Владивостоке фирма есть в Москве. Погодите, сейчас пытаюсь сообразить. Корея Контакт, они, по-моему, чуть ли не в Швеции базируются. Есть фирма, которая делает, по-моему, есть одна фирма, которая не в России находится, которая делает обладателям русских паспортов визы. Вот, может быть, и да. Проверьте, по-моему, называется она Корея Контакт. Предположим, у меня получилось это сделать. Да. И есть ли риск в поездке туда? Конечно, для вас есть. Чисто из-за того, что... Ну, я не знаю, так сказать, на какой степени и где на вас вырос зуб, какой длины, остроты, ядовитости этот зуб, до какой степени носитель зуба дружит или не дружит с Северной Кореей и так далее. Ну, я бы сказал, для вас, наверное, есть. Для большинства, наверное, нет. Понял, спасибо. Поезд пока не восстановили. Пока они рассказывают... Нет, значит, смотрите, пока только чартеры из Владивостока летают. Значит, идут разговоры о восстановлении железнодорожного сообщения к концу этого года. Вроде бы будет все-таки 3 поезда ходить в неделю через вот этот единственный пограничный переход Хасан, станцию Хасан. Но, во-первых, вот как бы да, пойдут, тогда и поговорим. Я уже много раз слышал из разных стран сообщения, что вот скоро то-то или все-то произойдет, а это не происходит. Короче говоря, да, администрация на Дальнем Востоке ведет переговоры, да, они сделали заявление, что якобы есть какое-то в общих чертах соглашение с северокорейцами. Но когда раздадутся стук колес по стыкам рельсов, вот мы будем это, да. Пока реально туда только чартерами. Спасибо вам большое за вашу исследовательскую и просветительскую деятельность по Северной Корее. У меня тоже 2 вопроса, один чуть побольше, другой чуть покороче. Первый вопрос. С вашей точки зрения, смотря на Восточную Азию в плане социально-экономического развития, как вам кажется, какой наиболее реалистичный, но в то же время позитивный сценарий социально-экономического развития страны для индивидуальных граждан? Не для режима с точки зрения политической стабильности, а насколько это вообще реалистично? Ну, я бы сказал так. Вы имеете в виду страны Северной Кореи или Да. вообще страны Восточной Азии? Нет, Северная Корея в контексте Восточной Азии. Диктатура развития по китайского образца в условиях больше существенно, чем в Китае, репрессивности. Идеальный вариант. То есть то, что Ким Чен Ын пытался сделать в целом успешно с 2011 по 2019 год. Это страна, в которой существует довольно большая свобода частно-предпринимательской деятельности, и чисто частной, и в кооперировании с государством, в котором государство больше не пытается печь пирожки, а доверив это частнику, и тоже понимает, что и трюмо с сервантом частник тоже лучше сделает, но продолжает сплавить сталь. Считаю, что частник, у него это лучше получается. Который народу по-прежнему не дается свободы политической, но дается определенная свобода жизненная, включая даже свободу съездить в Китай. Если у тебя есть деньги, и ты не вырос, и на тебя не вырос зуб у компетентных органов за какие-то дела. Вот такая модель. Но эта модель оказалась отчасти отброшенной, собственно, корейской стороной, а главным образом торпедирована санкционным режимом. Потому что эта модель предусматривала экспорт-ориентированную экономику типа вьетнамской или китайской, а эта экономика была возможна только в том случае, если с Северной Кореей можно было торговать. А с 2016, а всерьез с 2017 года против Северной Кореи действуют санкции. Рассказы о том, что Северная Корея находилась раньше в экономической блокаде, это смешные рассказы. Там работали крупные западные фирмы. Совершенно спокойно, до 16 примерно года. Тот же АПТ, который я упомянул, British Tobacco там работало, много кто работал. Тихонечко, но работали. Боялись репутационных больше проблем, чем иных. Ну и кроме того, там, конечно, работать в Корее сложно, но там свои проблемы, там и
скажем, как выражаясь 90-м стиле годов Кидалова и так далее. Но это все, ладно, это отдельная история, это кончилось. Потому что сейчас этот самый список санкций – это вообще фильм ужасов. Мне как по работе пришлось его читать внимательно, с карандашиком, 200 с чем-то страниц. Запрещено все, запрещено гвозди отправлять в Северную Корею. Моя любимая совершенно реальная байка, когда китайцы, соблюдая санкции, был такой период, они недолго, но соблюдали их. Они затормозили на таможне 70 тысяч комплектов медицинской помощи. Первой помощи. Почему? В каждом комплекте были ножницы из нержавеющей стали. На въезд тепловоза на территории Северной Кореи нужно получать разрешение в ООН, потому что в тепловозе находится дизельное топливо. Ну и так далее. В этих условиях вот эта модель стала невозможной, потому что в стране все-таки недостаточно, есть ресурсы, но их мало, и рассчитывать на использование китайской модели стало невозможно, и фактически санкции закрыли надежду, закрыли дорогу, вот этот путь полностью. Но они, с другой стороны, тоже не с неба свалились. Эти санкции были результатом того, что Северная Корея, создав, в общем, надежный для защиты, для сдерживания противника вероятного ядерный щит, этим не удовлетворилась, а стала развивать этот ядерный проект «Драгму» далее и далее, превращая ее из оборонительно-защитной в потенциально-наступательную. Это, понятно, мало кому понравилось. Так что тут и они сами во многом спровоцировали ужесточение санкций, а ужесточение санкций убило надежду на эту эволюцию. Но им, правда, повезло. Им повезло главным образом из-за начала американо-китайского конфликта, потому что китайцам сейчас нужна стабильная Северная Корея как буферная зона. И с 19-20 годов, то есть как раз с того момента, как закрылись возможности для самостоятельного проживания, стала поступать китайская помощь. Не очень большая, но достаточная, чтобы держать страну на плаву. Ну а сейчас еще война, поставки боеприпасов в Россию, и это просто вот лотерею выиграли. Поэтому, так сказать, нет невозможности реформировать, санкции удушающие не дают. Ни необходимости, потому что китайцы и русские и так все привезли. Вот так. Так что надежды на это у меня пока нет. Я не исключаю, что к этому варианту вернуться, но не знаю когда. Более, наверное, позитивный вопрос. Может, расскажете про свои будущие планы исследовательские? Планы? Какие? Исследовательские. Исследовательские. Сейчас я заканчиваю новую, надеюсь, к концу следующей весны, вот там закончу. Я сильно переписываю старую свою книжку по 1956 году, потому что за 20 лет появилось очень много новых документов. Рассекречение документов в России, несмотря на все известные печальные события, продолжается. Кое-что китайское рассекречено, очень много восточноевропейского. И поэтому я сейчас переписываю эту историю переворота 1956 года, неудачного переворота. Переписываю как? Я, во-первых, что-то исправляю, ошибки нахожу и многое. Но, кроме того, в 2 раза новая книга будет больше. Но она уже почти написана. Следующее будет, это вот я собираюсь издать, это меня пинают мои аспиранты, которые знакомы этот текст, они знают, о чем идет речь. Те интервью, которые я провел еще в 80-е, начале 90-х с северокорейцами эмиграцией в СССР. Дело в том, что значительная часть крупных северокорейских чиновников в конце 50-х, когда началось уничтожение просоветских сил, бежала в СССР и получила политическое убежище, благополучно жила на советские пенсии. И я в свое время, в 80-е годы, многих их, десятки этих людей нашел, и были сотни. Но к тому времени в живых были уже не все, но многие были живы и в твердой памяти, и я их проинтервьюировал. И, по мнению некоторых из моих аспирантов, это нужно издать на корейском языке. Обе книжки на корейском языке будут. Вот. И есть еще мысли о популярной книжке на английском. Вот такие планы. Но это потом. Угу. Ну, а главное, Хирш и статьи. А то смотрят на меня сурово декан и спрашивают, а почему у тебя в прошлом семестре статей в этих самых рецензируемых журналах из списка, значит, Web of Science мало? И я говорю, я действительно мало. Вот. Так что книжки – это, конечно, хорошо, а зарплата там не идет за статьи. Но те, кто в науке знают, работают, то, что я сейчас сказал, для тех, кто с современной наукой не связан, это непонятное бормотание, а для тех, кто работает, это более чем суровая реальность жизни. Здравствуйте. Хотелось бы тоже поблагодарить за лекцию. Я понятия не имела, что меня интересует Корея, особенно северная, пока не
наткнулась на ваши лекции на YouTube. И большое спасибо организаторам тоже за возможность. У меня, на самом деле, 1000 вопросов, но я задам 2, если можно. Первый. Существует ли в современном северокорейском обществе ностальгия по временам развитого киммерсинизма или по каким-то другим временам? Огромное. Как это проявляется и считает ли это правительство угрозой для себя? Ну, в общем, наверное, немножко этому не нравится. Тем более, что Ким Чен Ын не очень любит своего отца и не очень любит своего деда, судя по куче признаков. Но вот когда отец в свое время, значит, когда он пришел к власти после смерти отца провозгласили вечным генеральным секретарем. Вечным. Ну, его дед — это вечный президент, а отец — вечный генеральный секретарь. Но теперь мы знаем, сколько лет длится вечность. Потому что Ким Чен Ын через какое-то время, что-то сообразить, по-моему, весной 21 года, то есть так через 9 лет, провозгласил генеральным секретарем себя. И нынешние его повороты с идеологией объединения, когда лозунг объединения снят напрямую, да, это разумный поступок. Да, в этом есть своя суть, свой резон. Он очень прагматический, нормальный поступок. Но это же такой разрыв с традицией, это вызов родителям, то есть и отцу, и деду. Ну, в любом случае, смотрите, значит, и вопрос такой, есть ли ностальгия? Да, конечно, есть. Старшее поколение, в принципе, вспоминает об этих временах как о потерянном рае. Не все, но значительная часть его. Потому что, понимаете, была гарантия скромного существования. Ты получал свои 700 грамм, но реально с вычетами 560 грамм зерновых. Ты получал свои 80 примерно килограмм капусты, чтобы кимчи из нее сделать. Ты получал некоторое количество носков, ты получал свои 4-5 килограмм мяса в год. 4-5 килограмм мяса, вы думаете, какой ужас, бедные корейцы. 4-5 килограмм мяса. Но для справки, среднее потребление мяса в Китае в 30-е годы 3-4 килограмма. А в Южной Корее в начале 60-х, по-моему, 4,5, я сейчас точно не скажу, но около того же. Так вот это ты получал, все это тебе давали бесплатно, были определенные четкие правила. Ты знал, что вот есть правила жизни, и очень многие вспоминают об этом с ностальгией. Тем более, что представления о вот такой жизни, они сводятся к тому, что это правильная, это нормальная жизнь. Не случайно очередная попытка неудачная перезапустить карточную систему в октябре 2005 года, я как раз в это время там находился, она официально называлась, знаете как? Решение называлось, постановление о нормализации снабжения продовольствием. Что нормально – это когда работает полноценная карточная система. Но это все-таки вернуться туда не получается. Кроме того, повторяю, ностальгия существует у значительной части населения. Чем старше, тем таких больше. Но, в общем, есть значительная часть населения, которая этой ностальгии не чувствует. Те, кто преуспел в новой системе, таких тоже много. И молодежь, которая, в общем, старой системы не знает и часто вовсе не хочет туда возвращаться. Спасибо. И второй вопрос короткий. Северокорейцы знают вообще про Гарри Поттера? Я думаю, что элиты, скорее всего, знают. Потому что, кстати, иногда бывают совершенно неожиданные вещи. Например, «Унесенные ветром», они официально переведены, они официально издаются, и они весьма популярны. Вот о переводе Гарри Поттера я не слышал, но почти уверен, что какое-то количество попало, и люди, которые интересуются западной культурой, наверняка фильмы смотрели и книжки читали, так что наверняка какая-то часть знает. Вот. Спасибо. Благодарю за лекцию. Несколько слов, если можно, скажите, пожалуйста, о госбезопасности и МВД в системе контроля. Возможно, в сравнении с сталинизмом или поздним социализмом. Это первый вопрос. Второй вопрос. Сейчас объявили южнокорейские спецслужбы, что северные корейцы посылают ограниченный контингент в Украину. Насколько вы думаете, это реально? И насколько будет этот контингент ограничен? Все, спасибо. Ну, вопрос об ограниченности будем спрашивать нужно, может быть, даже не в Пхеньяне, а в Москве. Некоторое количество людей, конечно, посылают. Просто офицерский корпус там наверняка присутствует, поскольку есть необходимость немножко потренировать состав, немножко посмотреть, как работает система оружия современные. То есть какое-то количество де-факто наблюдателей, может, там в виде советников по оружию есть, офицеры наверняка. Если там рядовой состав, я не могу этого исключать, что он появится. Потому что я вижу схему, при которой это
имеет смысл. Потому что северокорейцы будут, условно говоря, получать за это щедрую компенсацию. Солдаты, кстати, тоже будут неплохо получать, как вот строители, которые работают, чтобы попасть... Знаете, это рабский труд в России на лесоповале. Вот, чтобы попасть на этот рабский труд, люди взятки дают. Всегда. Любой кореец, работающий за границей, попал туда за взятку и по блату. Ну, вот тут то же самое будет, кстати. Но это мы подождем, пока я бы не стал торопиться. Наличие какого-то количества офицеров, да, практически уверен, что они есть. Наличие рядовых, если честно, почти уверен, что их пока нет. Будут они, а я не знаю. Я сказал не думать, кстати, что нет, но не поручусь. Я не подаю прогноза. Я не исключаю оба варианта. В настоящий момент, мне кажется, более вероятным вариант, когда их не будет. Но офицеры будут. Да, первый вопрос был по структуре безопасности. Значит, существует Министерство охраны, значит, охраны безопасности государства, которое, собственно, и есть госбезопасность, и отдельно существует Министерство, Министерство полиции, скажем так. Значит, создавалось, первым руководителем госбезопасности был советский кореец Пан Хак-се, 1946 года работавший там, с опытом работы в советских органах госбезопасности, который удивительным образом уцелел, не был репрессирован, благополучно умер в своей постели, что для человека с такой работой просто чудо чудесное. И из смешных моментов, когда в 2005 году, значит, был в Пхеньяне, меня, так сказать, курировала его внучка. Замечательная тоже барышня, такая суровая, но головой там все в порядке. Ну вот, а в любом случае. На черной машине такой большой на работу привозили, тоже интересно было смотреть. Яркая была личность, конечно, и мрачная. Ну, работа такая. Светлая личность спецслужбами руководить не может даже в самом светлом обществе. Вот. А общество даже самое светлое без спецслужб я тоже как-то особо не представляю. Нет, но если оно единственное на всю планету, то, наверное, да. А так не очень. Так вот, значит, дальше, смотрите. Так что, конечно, очень многое копировалось с советской системы. Одна из особенностей – это другая немножко структура разведки. Изначально было 3 системы, сейчас их то сливали, то разделяли. Но у них, собственно, вот в составе госбезопасности есть разведка, но в основном разведка сейчас подчиняется, это специальный комитет при Совмине. Ну, кроме того, военных там тоже своя. А раньше еще партийная была, но сейчас ее свернули. Тоже не полностью. Вот. Но, в общем, структура, люди, которые создавали, это советские советники были, да и сами организаторы в значительной степени были бывшие советские граждане корейской национальности. Так что похоже, конечно. Добрый вечер. Благодарю за лекцию. У меня вопрос из области прав человека, а в частности, права женщин на прерывание беременности, аборта. Мы находимся сейчас в Германии. В Германии существует статья 218 Уголовного кодекса. В Германии это уголовное преступление. И у меня вопрос. У нас сейчас происходит дискуссия общественная. Немецкое правительство хочет отменить эту статью. Они хотят, дискутируют, думают. И следующий вопрос по поводу Северной Кореи. Какова официальная позиция правительства Северной Кореи по поводу абортов? И существует ли юридическое ограничение или условия для их проведения в стране? Не готов ответить, не знаю. Просто не знаю. Я могу сказать об общем отношении к контрацепции, всех формах контрацепции. Я могу сказать, что в отличие от многих стран христианской традиции, серьезный аборт не рассматривается как серьезная этическая проблема, что государство относится к нему как к форме регулирования рождаемости. И поскольку нынешняя линия официальная на поощрение рождаемости, то я полагаю, что аборт может вполне быть как-то криминализован. Но это рассуждение я не знаю. Я не знаю. Спасибо большое. Очень сложно найти эту информацию, потому что... Я думаю, что она есть. Если бы я, условно говоря, если бы знал, что мне будет задан этот вопрос, я думаю, что я бы его решил за 10 минут. Более того, я знаю, что в зале находится человек, который знает ответ на этот вопрос, но я не могу ему задать этот вопрос сейчас в присутствии людей и камер. Спасибо большое. Добрый вечер. У меня 2 вопроса. Во-первых, вы упомянули в начале, что 10% корейского общества уехало, если я правильно вас понял, в самом начале. Да, с 1945 по 1950. Да, и сейчас... Формально 3-й, реально 51 год. Да, и сейчас, так понимаю, тоже корейцы уезжают. Могут уехать. Бегут, несравнимо меньше. Сейчас, значит, Нет, уехать они не могут. Они могут бежать нелегально. Но до недавнего времени, примерно до 2010-2011 годов, это было легко. С 2010-2011 по 2018 год сложно, но допустимо. Сейчас практически
невозможно. Да, и у меня вопрос, существует ли северокорейская позиция? Есть ли какие-то организации, не знаю, Free North Korea Foundation, спорят ли они бесконечно, является ли кто хорошим северокорейским, Да. или не спорят, или Да. вообще чем они занимаются? Это первый Они- вопрос. да. А второй вопрос про санкции, я не очень понял вашу позицию. Считаете ли вы, что санкции против Северной Кореи остановили эту ядерную программу или нет? И какие должны быть идеальные санкции? Спасибо. Значит, первый вопрос. Чем они занимаются? Ну, сами что сказали, спорят, кто является хорошим северокорейцем. Существует две волны иммиграции, которые друг с другом вообще особо не дружат. Первая волна – это люди, которые ушли в 1946-1951 годах, которые, в общем, пройдя через очень тяжелый период лишений и нужды, преуспели, и которые не очень воспринимают вторую волну. Но и которые, в общем, очень сильно уже ассимилировались в местное общество и часто... Но опять они не все враждебны, но в целом они держатся на расстоянии. Вторая группа – это люди, которые, я сказал, 34 тысячи человек. Из них примерно 33 тысячи – это люди, которые из этих 34 тысячи – это с 1953 до настоящего времени. Из них 33 тысячи примерно с 2000 года. То есть это новая миграция совсем. До конца 90-х годов выезд из страны был крайне затруднен. Они сидят на юге. Большая их часть никакой политикой не занимается. В своем подавляющем большинстве иммиграция не политическая и не политизированная. Есть небольшое относительно количество, речь идет о больших сотнях, может быть, очень маленьких тысячах, скорее всего, больших сотнях политических активистов, которые ведут разного рода политическую деятельность, создавая разнообразные группы на территории Южной Кореи. Эти группы ведут беспрерывные споры между собой, периодически изыскивая друг у друга потенциальных, возможно, иногда реальных шпионов-провокаторов. В свободное время они запускают листовки, используя любительски сделанные на базе метеорологических баллонов, метеорологических аэростатов, такие вот аэростаты, и ведут иногда достаточно эффективную, часто не очень эффективную, но эффектную пропагандистскую деятельность в отношении севера. Какие-то усилия их даже достигают цели. Меньше. Вот примерно так, примерно так. Они, более того, сейчас они, конечно, превратились, довольно уже давно являются довольно серьезной головной болью для южнокорейского правительства, которым их действия, те же запуски аэростатов, иногда создают довольно серьезные проблемы в всяких дипломатических играх. Но, в принципе, это, повторяю, небольшие группы, не очень влиятельные, достаточно уважаемые. Кстати, голос их в общем слышен в южнокорейском обществе, но слышен все-таки откуда там сбоку, с полей, с периферии. По большому счету надо понимать одну очень простую вещь. Вот я постоянно чувствую, особенно там, меня постоянно обвиняют, если в двух вещах, что я просеверокорейский, что я антисеверокорейский. И вот те, которые говорят, что я антисеверокорейский, говорят, что типа вот он там это самое, что вот в Южной Корее он не может ничего сказать хорошего о севере. Или когда я что-то говорю хорошее, какой он смелый, что говорит хорошее. Так вот, есть в Южной Корее очень запретные темы, на которые я ничего вот сейчас под камеру с микрофоном не скажу. Но я даже не скажу вам, какие эти темы. Кроме одного, я скажу, что эти темы никакого отношения к Северной Корее не имеют. А реальные темы, вот выйдем без микрофона, могу ответить. Так вот, а реальные темы, мне на работу возвращаться через 5 дней. Так вот, но это, понимаете, я могу сказать, что Ким Чен Ын выдающийся политический деятель, где-то вообще-то так оно и есть, что Ким Ир Сен национальный герой партизанской борьбы, это абсолютно так и есть. И вот за это у меня никаких проблем нигде не будет. Об этом вообще книжки выходят. Но по большому счету, почему я об этом заговорил, значительная часть, то есть вопреки распространенному в России представлению, понятно, почему оно распространено, большая часть населения Южной Кореи вопросами Севера совершенно не интересуется. Отношение к Северной Корее на юге примерно такое, как в России отношение к Туркмении. Много у нас говорят и думают в России о Туркмении. Да. А как к ней относятся, давайте не будем бежать туркменов. Соответственно, примерно так. Вот эта иллюзия возникает из-за того, что это тоже
страшная конкуренция, идет страшное соревнование севера и юга. Какое соревнование? Юг сидит и позевывает, будучи уверенным, кстати, не факт, что правильно, но будучи абсолютно уверенным, что это соревнование он давным-давно выиграл. Небольшое количество позитивно политически озабоченных правых активистов средним возрастом 75 лет еще вспоминает о Северной Корее, остальные нет. Связано это с чем? Связано это с тем, что еще одна группа, которая просеверокорейская, но тоже не очень многочисленная и весьма уже в возрасте. Связано это с тем, что в нашей печати, и в западной тоже, кстати, информация о Корее появляется обычно в связи с тем, что северные корейцы делают что-то. И, соответственно, у всех ощущение, что юг вот должен постоянно, вообще денно и ночно беспокоиться по поводу севера. А он не беспокоится. Он не беспокоится даже когда, на мой взгляд, нужно беспокоиться. Просто потому, что существует уверенность в том, что эти недотепы не могут представлять серьезной опасности. Но военные генералы, может, думают иначе, а рядовой человек уверен, что они смешные недотепы, которые даже боятся глупо. И о которых вообще лучше не думать, потому что они лузеры. Раньше не думали так, а вот все, кто, практически все, кто моложе 40-45, думают так. Кому-то их жалко, но таких тоже не очень много. Вот так. А про санкции? Да, про санкции. Значит, смотрите, про санкции такая ситуация. Я считаю, что... смогли ли санкции остановить развитие ядерной программы? Конечно, нет. Конечно, нет. Иностранные наблюдатели, причем я разговариваю с техническими специалистами из разных стран уже много лет, я могу сказать, что существует тенденция систематической недооценки возможностей северокорейского ВПК и северокорейских инженеров. В принципе, например, когда еще в 2015-2016 году я говорил со специалистами по ракетной технике не только на Западе, не только в России, не только в Китае, много где говорил. Они бы исходили из того, что северокорейцы сделают межконтинентальные баллистические ракеты, но что это произойдет где-то к середине, к концу 20-х годов. Через 2 года полетели первые прототипы. Вот, смотрите, это усиление санкций на это никак скорым образом не повлияло. Запуски ракет продолжались, причем появились уже серьезные, очень серьезные вещи, типа твердотопливных ракет, которые МБР, которые могут быть подготовлены к старту за считанные минуты, раньше в жидком топливе были. И все это продолжается. Задержка с ядерными испытаниями является, скорее всего, результатом дипломатического давления со стороны Китая, а возможно и России. Технически никаких проблем там нет. То есть санкции, естественно, не смогли, они, может быть, смогли замедлить развитие, но остановить не смогли. С другой стороны, санкции торпедировали реформы в Северной Корее, которые при благоприятном развитии событий могли сделать общество куда более приятное для тех, кто в нем живет, и куда менее опасное для соседей. Но вот так. Но поскольку санкции вводятся не для того, чтобы добиться успеха, а для того, чтобы показать собственным избирателям, что что-то делается, особенно когда сделать ничего нельзя. Это обычно, это есть очень много хороших исследований по этому поводу. Ну, в общем, ничего удивительного. Санкции, конечно, будут, и никто их отменять... Ну, я могу представить, но мы уедем тогда, это на полчаса разговор, про ситуацию, при которых их могут отменить, но это не очень вероятно. Потому что, конгрессмену тоже нужно отчитываться о том, что меры приняты. Добрый вечер. 2 вопроса. Вы сказали, что некоторые члены элиты учились в Швейцарии. Да. Мне интересно, вот это западное образование как-то повлияло на атмосферу в подводной лодке? Наверное, они стоят, у них появились самоубийственные, суицидальные наклонности. Какие-то новые мысли, новые приоритеты? Ну, правильно, суицидальные мысли нет, они не приходят. Потому что, понимаете, вот, допустим, Ким Чен Ын, обливаясь слезами, начинает реформу. Что происходит дальше? Снимает он ограничения. Народ узнает о Северной Корее, о Южной Корее, ее процветании, разрешается политическая деятельность. Любой человек может схватить микрофон, или у него уж не совсем любой, начать что-то там выкрикивать. Результат что будет? В Германии произошло объединение страны, но в Германии все это прошло достаточно бескровно и безобидно для восточно-германской элиты. А тут ситуация такая, что крови-то очень много пролилось. И в случае такого поворота событий северокорейская элита не только власть теряет, она может потерять и жизнь. Или, по крайней мере, свободу. И они это понимают. Да и власть терять неприятно. Поэтому эти люди, конечно, не будут ничего делать. Но они, наоборот, может быть, понимание
того, как реально устроен мир, насколько Северная Корея в каких-то областях отстала, она делает Ким Чен Ына более склонным проводить политику самоизоляции. Он более жестко проводит политику самоизоляции, чем его отец. То есть тот, который учился в Швейцарии, он более жестко... Он более жестко борется за изоляцию страны, чем его отец, который кончал дома политэкономом. Ну, якобы он учился. Ну, ходил иногда на лекции в родном университете. Хорошо, ладно, это мне надо еще переварить. И второй вопрос. Вы сказали, что резко изменился курс внешней политики. Скажите, пожалуйста, подробнее об Не этом. совсем курс. Не изменились официальные догматы внешней политики. Не совсем одно и то же. На протяжении очень долгого времени Северная и Южная Корея утверждали, вопреки физически наблюдаемым анатомическим фактам, что Северная и Южная Корея не являются двумя разными странами. Вот, например, те же самые беженцы, которые добираются до Южной Кореи, часто слышно, вот они там рассказывают всякие ужасы, чтобы получить право на жительство на юге. Ужасы они рассказывают и врут иногда безбожно, такое тоже бывает, хотя меньшинство, но есть, небольшое количество, но есть. Но не в этом-то дело, а в том, что любой гражданин Северной Кореи, включая Ким Чен Ына, по определению является гражданином Южной Кореи. С точки зрения Южнокорейской конституции северокорейского государства не существует. Существует территория, на которой вспыхнул коммунистический мятеж. А с точки зрения северокорейской конституции не существует южнокорейского государства, существует территория, на которой действует оккупационная марионеточная администрация. Понимаете? И вот это все, это на протяжении десятилетий было основой всей формальной, идеологической. На практике это было, конечно, два разных государства. Фактически это не признавалось. Были огромное количество словесных ухищрений. Например, въезд торговли между двумя Кореями. Они иногда торговали, иногда даже довольно активно. Но эта торговля, ее нельзя было назвать внешней торговлей, потому что с точки зрения Юга Север не являлся внешней. Был специальный термин выдуман для описания торговли между двумя Кореями, потому что нельзя говорить экспорт и импорт, это же не за граница. И въезд иммиграции назвать нельзя, был специальный термин пересечения границы для справки, потому что это же не за границу ты выезжаешь, а всего-навсего в территорию, в которой правят самопровозглашенные коммунистические бандоформирования или оккупационная проамериканская марионеточная администрация. А вы знаете, что до 1972 года столицей Северной Кореи был Сеул? По Конституции. Но больше всего я очень люблю такую вещь. Как я это люблю? Я дочку недавно туда возил. Учу ее водить, младшую. Вот мы туда подъезжали в воскресенье. Нет, это минуту. Смотрите. На окраине, ну не очень не окраине, по московским меркам где-то, ну, в районе Белорусской. Нет, все-таки, наверное, Войковской. Есть здание пятиэтажное, очень официальное. Развивается государственный флаг. К нему подъезжают машины, черные, легковые, лимузины. Из них выходят люди. Заходишь в здание, там кипит жизнь. Бегают девочки в мини-юбках с документиками и кофе. Ходят молодые карьеристы в галстучках. У них в глазах светится рвение и папочки под мышкой. Периодически проплывает большой чиновник из этой машины. Стучат принтер, шумит, кипит бюрократия, 5 этажей бюрократии, собственная столовая. Чем занимается это учреждение? Оно управляет Северной Кореей. Потому что по южнокорейской конституции южнокорейский президент, поскольку на севере есть провинции, да? Ведь есть Республика Корея. На севере есть провинции, занятые коммунистическими мятежниками, их террористическим бандформированием. Да? В этих провинциях же должен быть южнокорейский губернатор. Должен. А у губернатора должен быть аппарат. Должен. Но въехать туда может? Не может. Соответственно, ему нужно создать помещение для его аппарата. Я вот не понимаю, чем так бурно занимается это учреждение, но оно уже десятилетиями ведет бурную деятельность, управляя несуществующим пространством. Вот так. Это речь идет не об обязательном, не о том, что реально существовали и там, и на юге, и на севере реальные резервы на случай войны, и чтобы вот тут же администрацию высадить на место. Они были. Они, возможно, и до сих пор есть. Правда, внимание этому меньше уделяют. Но возвращаясь к... И вот эту всю замечательную фикцию
В декабре-январе, там несколько приемов, Ким Чен Ын разорвал. Он сказал, все, мы не воспринимаем Север более как единое, как другую часть нашей нации, что это другое враждебное нам соседнее государство. Помпезную арку объединения взорвали. Конституцию вот через несколько дней должны, видимо, на этой неделе будет сессия северокорейского парламента, где, видимо, будет принята новая конституция, откуда уберут сообщения точнее, пункты об объединении страны. Отдел Единого фронта в ЦК, который занимался работой по Северной Корее, распустили. Пропагандистское вещание на юг сильно сократили. Любопытно, что знаете, что случилось на юге? Оппозиция тут же сказала, а ведь правы они по-своему. Вообще хватит нам говорить об этом дурацком объединении. Давайте будем строить нормальные отношения с соседним корейским государством. Но это оппозиция, а власть говорит нет. Объединение только объединение. Но это на юге. А на севере, да, новая линия. На севере, причем это решительнейший разрыв. Это, понимаете, я вот такой, я надеюсь, я не очень оскорблю религиозные чувства, но учитывая ту роль, которую вот играл лозунг объединения страны во всем мировоззрении, это все равно, как вот выходит римский папа, я заранее извиняюсь перед католиками, которые здесь присутствуют, и, возможно, выходит римский папа и говорит, вот слушайте, говорит, вы самые, значит, верующие, господа, товарищи, граждане, значит, все, в общем, все правильно, значит, в церковь ходим, месса, все как положено, десятину платим, церковный налог платим без разговоров, молимся, церковь, Библия, все хорошо. Вот только мы тут с ребятами, с кардиналами посоветовались и решили, что второго пришествия не будет. Все так, вот так. Вот примерно так. Изменение догматов, вы сказали. Одного из важнейших. Хорошо. Спасибо большое, всего хорошего. Добрый вечер. Хотел сказать спасибо, что вы приехали в Германию. У меня два вопроса. Первый. Говорилось, что Северная Корея отказалась от идеи воссоединения с Югом. В чем тогда сейчас заключается главная идеология? И неужели цель людей у власти только в том, чтобы держаться у власти за счет Китая? Ну, не за счет Китая. Китай они терпеть не могут. И сейчас, получив российские деньги, даже с ним начали ссориться. Но у них же огромное они очень сильно зависимы от Китая. Да. Но при этом они очень не любят этого. Они не любят Китай. Идеология, ну как идеология? Убрали этот догмат. Ну, вот у нас правильное государство, ну, все хорошо, у нас там великий вождь, у него там вот дочка, сейчас следующая будет девочка великим вождем. Все хорошо. А какая идеология? Какая идеология у германского государства, там, у Зимбабве, там, у Новой Зеландии? Экономическое развитие. Ну, то есть тоже, рост, да, создание мощного ракетно-ядерного щита и меча, а потом, может, экономическое развитие, тоже официально тоже из-за развития. На практике, конечно, особо нет. Хотя, в общем, когда была возможность, старались. Я сейчас, честно говоря, даже не понимаю. Вот, если сейчас говорить о развитии, я не понимаю, как его можно добиться при нынешних раскладах. Ну, а может, будет возможность, будет развитие, постараются. А также второй вопрос. Вы также упоминали, что в Северной Корее в сравнении с этим бедным государством очень хорошо развит английский язык. А как обстоят дела с китайским языком? Понимаете, вы вот молодой человек, а я не очень молодой человек. Здесь есть некоторое количество не очень молодых людей. Вы помните слово «загранка»? А слово «отоварка» вы помните? А что такое «отбить поездку» вы не забыли? Судя по взглядам молодых, забыли. Вы не знаете, что такое отбить поездку. И вы не знаете, что такое отбить поездку. Нет. Хорошо погулять. Привезти оттуда вещи для перепродажи, которые по сумме компенсируют ту сумму, которую вы вложили в поездку. Это называется «отбить поездку». Да, называлось «отбить поездку». А «отоварка», когда в судовом журнале можно было написать «отоварка плохая». Что означает «отоварка»? Молодежь, что означает «отоварка»? Плохо закупились. Что-что? Ничего. Удалось закупить морячкам, удалось закупить товары, которые потом в Одессе и Питере можно будет выгодно сдать в комку. Что такое комка, объяснять нужно? Ну вот так. Короче говоря, ответ, это все про китайский было. Так вот, любые работы, связанные с заграницей, из-за гигантских и очень зачастую нелогичных
дифференциалов в ценах между внутренним и внешним рынком, несмотря на то, что они все-таки эти дифференциалы сильно выровнялись в последние десятилетия, но по некоторым пунктам они остаются. Любая работа, связанная за границей с валютой, является очень выгодной. Эта работа требует знания языков. Поэтому существует высочайшая мотивация для изучения языков. Человек, мечтающий о тщеславный, честолюбивый, амбициозный человек, в Америке куда идет учиться? Гарвард, ну, а именно в Гарвард, что на историю он пойдет? На юриста он пойдет. Почему? Да. А куда он пойдет? В Корее? Нет, не на юриста он пойдет. Он пойдет учиться на внешнеторгового работника, на иньяз. Есть другие варианты, но это один из очень распространенных. Ну, как и в Америке, не все тоже в Гарвардскую там, школу права идут. Вот так. То есть, соответственно, результат. Плюс хорошие учебники, хорошая мотивация, отбор самых лучших, тщеславных, честолюбивых, работоспособных, дисциплинированных. И в результате мы имеем очень хорошие знания языков. Любых. По-русски, кстати, великолепно говорят. Обычные люди тоже. Нет, не обычные люди, те, кто учились. А обычные люди не говорят вообще. Спасибо большое. Угу. Я говорю о тех, кто получил образование в качестве, который специализируется на иностранных языках. Здравствуйте. Спасибо большое, что занимаетесь изучением такой интересной темы и придаете ей огласки, потому что, мне кажется, ей немножко не хватает публичности. У меня есть несколько вопросов. Насколько я интересовалась этой темой, и вы частично ответили на этот вопрос в интервью у Дудя, касательно того, что в Северной Корее был голод. И его удалось победить. Мне вот интересно с экономической точки зрения, как это удалось сделать, и насколько эта проблема все еще актуальна. Вы сказали там в интервью, что вроде нет, но... Нет, она не актуальна. Значит так, есть определенное недоедание. И сейчас мы, судя по... Ну, смотрите, что мы имеем. Мы имеем сейчас довольно странное поведение ценовое. Допустим, рыночный курс валюты валится. И очень сильно за последний год курс доллара слетел с 8 тысяч вон за доллар до 15 тысяч вон за доллар. Но курс на основные продукты питания, источник калорий, стоит очень стабильно. Есть там некоторые странные движения цен на кукурузу, которые, возможно, показывают ухудшение продовольственного положения, но не катастрофическое. То есть в стране существует очаги недоедания. Рядовой кореец, естественно, рисом не питается, как я уже говорил, он питается смесью кукурузы, ячменя и риса. Да, потребление мяса существенно выросло, уже превышает 10 килограммов на человека в среднем, но это все равно, конечно, мизер по сравнению и меркам даже не очень богатых стран, развитых стран. Хотя ситуация тут улучшилась, учтите, курица, и яйца, и мясо стало появляться на столе простого человека последние годы. Последние, скажем, 10 лет, 15. Сейчас вроде бы пореже, но похуже стало опять. Но есть очаги недоедания, есть социальные слои, которые живут слегка впроголодь, но не на том уровне, чтобы им от недостатка калорий умирать или иметь серьезные медицинские проблемы. Дальше. Что дало справиться с голодом? Сочетание нескольких вещей. То, что они стали закрывать глаза на частные приусадебные участки, вот эта сотка, которую упомянул, это правило, в общем, фактически перестали соблюдать. То есть была, в общем, фактически дана отмашка, иногда совсем официально, иногда полуофициально, на то, что человек, так сказать, мог подниматься в горы на неудобьях, на склонах гор, создавать собственные участки, выращивать какие-то базовые вещи. Обычно тоже кукурузу. Иногда корнеплоды, иногда такие бобовые, но в основном все-таки кукурузу. Кроме этого, конечно, усилия дипломатии, которая, используя все, включая не в последнюю очередь ядерный шантаж, добилась получения больших пакетов помощи, в том числе и в первую очередь от государств, с которыми страна формально находилась не чуть ли, а в состоянии войны. Главными поставщиками помощи тогда являлись Китай, а также Япония и США. Потом Южная Корея. Это тоже сыграло свою роль. Китай все равно остался Китай. И потом все-таки частичные реформы в сельском хозяйстве, попытка введения семейного, но семейное очень быстро свернули, группового подряда в 10-е годы, который до сих пор отчасти работает, хотя в очень сокращенном виде, и существенно увеличивает, ощутимо увеличивает эффективность сельского хозяйства. Вот примерно так. Спасибо большое. У меня есть еще небольшой вопрос. И главное, Китай. Да. Мой вопрос касается следующего.
Довольно популярно, в какое-то время начало становиться вот туристические фирмы и поездки в Северную Корею в целом, раньше, в доковидные времена. Да. И был довольно очень ажиотажный известный случай, как американец полетел в Северную Корею, и потом его довольно долго не отдавали там американскому правительству. И вот, какой вопрос у меня возник. Насколько четко ограничены рамки поведения туриста, и если им следовать, то в целом можно ли считать поездку безопасной? В таком Абсолютно случае? безопасной, даже американцу. Во-первых, все неприятности случались только с американцами. То есть, нет, все не они виноваты. Просто когда какой-то дурь выкидывал русский или китаец, или даже новозеландец, что они только не выкидывали. Новозеландец на улице раздавал Библии. Представляете, в стране вот вышел мужик и раздает на улице Библии. Ничего. Южнокорейская туристка сказала: приезжайте к нам в Южную Корею. Еще таким выражением она утверждала, что она этого не имела в виду, скорее всего, реально не имела, не подумала немножко тетенька. Что так получалось, что она склоняла, сотрудников госбезопасности к предательству вождя и родины и бегству. Дальше что? Посидела несколько дней под домашним арестом и уехала обратно. А уж по пьяному делу, что делали наши соотечественники, а китайцы пьяные, это же еще веселее. Ничего. И вот если ты американец, то существуют правила поведения, которые не надо нарушать. Конкретный американец зашел в служебное помещение и сорвал там политический плакат. Причем зашел в служебное помещение, которое было четко маркировано: посторонним вход воспрещен. Бывали веселые американцы. Две американские журналистки, которые решили, в то время граница очень плохо охранялась, решили просто сходить в Северную Корею и сделать несколько кадров на северокорейском берегу. Но где все-таки оказался пограничник. Да. И так далее, и так далее, и так. Еще один американец по пьяному делу, не только русские с китайцами бухают, но американцы тоже, по пьяному делу, это был, по-моему, 96-й год, сказал, что он сейчас переплывет речку, сплавает в Северную Корею и обратно. Пришлось отправлять губернатора какого-то из американских штатов, сейчас точно не помню, какого, чтобы обратно забирать. Но если бы это был русский или китайский мужик, в худшем случае он бы посидел там под очень комфортабельным арестом, потом его выдали бы обратно, послу бы пришлось извиниться. В зависимости от ситуации и характера посла бы его лично материл, соответственно, на русском или китайском, и инцидент был бы исчерпан. Все. Американцам похуже. Но сейчас въезд американцам в Корею вообще запрещен, эта страна запрещена. Поездка туда является вообще уголовно наказуемым деянием сейчас, поскольку туда въездить нельзя. Нужно получать специальное разрешение. Насколько известно, никто никогда этого разрешения не получал. То есть теоретически его могут дать, но практически то ли за ним не обращались, то ли его ни разу не дали, непонятно. Но таких случаев не было. Но это касается американцев. Из них раньше, это почему делалось? Из них пытались сделать спектакль периодически, когда американец, не за дело, тут здесь без вины не сажали. То есть человек должен был сделать что-то такое достаточно кринжовое. И вот после этого устраивался спектакль, когда добивалось того, что какой-то крупный американский начальник, желательно бывший президент лично, летел, извинялся, забирал этого человека. В случае, скажем, с россиянином или китайцем, это же посол не стал бы, консул, наверное, разбирался в худшем случае. А тут вот лично и устраивался спектакль, там появление Картера, который там забирает очередных этих самых приключенцев, появлялось на первой странице газет, там типа американцы опять извиняются, набирали очки. Вот они обошлись вот именно на Отто Вармбиере, который сорвал плакат. Потому что получалось? Человека арестовали, сажали за дело, в общем, реально, повторяю, он делал что-то не то, сильно не то. Проводился показательный суд-спектакль. Человеку давали большой срок. Потом, начиная переговоры с американцами, те отправляли высокопоставленную делегацию, унизительно достаточно просили прощения. Это все максимально транслировалось внутри страны, пропагандистский эффект. Никто не пострадал, ни один американец реально не пострадал, все при съемке фильма, все замечательно. И вот тут получилось, что человек реально пострадал. Что там случилось, непонятно. Но у него была серьезнейшая травма, их официальная история совершенно не объясняет это. Может быть, несчастный случай, самое вероятное. И они не знали, что делать. Я не буду конкретизировать, у меня есть свои основания так думать, но я, пожалуй, промолчу по поводу этих оснований, будем исходить из того, что
В газетах написано. Но из газет тоже было видно это, в общем, что они не знали, что делать, когда это случилось. Они несколько месяцев вообще никаких коммуникаций не поддерживали, не знали, что делать с парализованным в таком уже практически бессознательном состоянии, как в состоянии комы человеком. И когда уже стало ясно, что чудо не случается, его пришлось отдавать, его уже в состоянии комы отправили, и он вскоре скончался в США. И вот после этого уже были приняты меры, направленные на запрет поездок и так далее. Но, повторяю, если сейчас американец поехать не может, но если человек вел себя по правилам и не занимался никакими такими странными вещами, то он съездил и возвращался без проблем. А уж другие без проблем. И вопрос, безопасно ли сейчас? Да, безопасно. Да, безопасно. Только не надо дурить и не надо обижать хозяев. Даже если вам что-то там не нравится, ну зачем это так громко показывать? Вот так. Спасибо большое, хорошего вечера. Здравствуйте, два вопроса. Первый, один короткий, просто вдогонку. Проводятся ли выборы в северных провинциях Южной Кореи? Нет, не проводится. И серьезный вопрос, зачем наступательное вооружение, ядерное вооружение Северной Кореи? Присоединение Юга военным силам или подчинение, превращение, создание неравноправной конфедерации формальной, где Юг будет превращен в такой супер-Гонконг, который можно доить. Мечтать не вредно. А зачем межконтинентальное? Потому что Южная Корея является союзником США. Необходимо нейтрализовать американский ядерный зонтик, во-первых. А во-вторых, использовать собственные, как они говорят, тактические ядерные заряды. Но это ядерные заряды малой мощности на базе термоядерных зарядов. И таким образом нейтрализовать преимущество Южной Кореи в обычных вооружениях. Но они верят, что они могут победить США? Ну, я верю... Нет, США они не могут победить, но они верят, что его могут запугать. Спасибо. Я тоже верю. Добрый вечер, спасибо за лекцию. У меня вопрос касается системы управления в Северной Корее. Часто можно слышать или читать в интернете, что вы что хотите, как в Северной Корее, или ту или иную страну приводит пример, что там идет процессы, которые может привести к ситуации, как в Северной Корее. Насколько реально в 21 веке создать страну, которая будет в таком модели? И что должно в этих странах случиться? Особенно СНГ. Я думаю, в СНГ, может быть, есть. Мы тут говорили с одним человеком здесь присутствующим, который специалист по одному здесь региону, что такая страна может приблизиться. Я думаю, что она не достигнет этих высот, но приблизиться может. Это, наверное, Туркмения. Больше нигде это невозможно. Что для этого необходимо? Во-первых, необходима революционная энергия масс, потому что все это вырастает из революции. Серьезное кровопролитие вырастает из великой мечты о счастье, во-первых. Я не говорю, что всегда из мечты о счастье вырастает кровопролитие. Я говорю, что кровопролитие всегда настоящее вырастает из мечты о счастье. Что? Низкий, наверное. Но когда в 1946 году человек мечтал о правильном обществе, в котором все будут поровну, все вместе, все сообща, все заедино, великий вождь, уравнительное распределение, все государство справедливое, государство о всех заботится, мы все вместе, мы все корейцы. Когда он об этом мечтал, ему казалось, что это будет счастье. Получилось не так. Но откуда же он знал? Так вот, первое, у нас нет вот этой революционной энергии. Я не вижу, у нас в очень широком смысле, я говорю здесь условно в всем постсоветском пространстве, я не вижу нигде страны с такой мощной революционной энергией. Может, где-то энергия национализма, но, во-первых, мало где достаточно, а во-вторых, она все-таки не дает. Она дает много противного, но вот такого она не дает. Второй момент. Обстановка веселого разгильдяйства, характерная в разных вариантах для культур Советского Союза. То есть в такую вот идеально работающую модель очень просто выстраивать в рисовой цивилизации, где на протяжении тысяч лет, ну, скажем так, тысячи другой, вбивались ценности коллективного труда, конформизма, уважения к начальству. То есть я не вижу, даже там, где в странах СНГ будет авторитарный режим, а я думаю, в большинстве еще очень долго будет авторитарный режим, на мою-то жизнь точно хватит. Я думаю, на жизнь большинства присутствующих здесь хватит, если не всех. То при всем при этом это будут куда более, ну, так скажем, куда менее организованные, куда более вегетарианские режимы. Или, по крайней мере, менее систематические.
Вот так. Длинный ответ, извините, длинный ответ, я извиняюсь. Можно не вопрос, а просто благодарность всем, кто организовал эту лекцию. Тамаре Натановне, из чего телеграмма я узнала, а об этой лекции, сверкая пятками, побежала покупать билет. Вам низкий поклон. Я в поросячьем восторге. Я думаю, зал тоже в восторге, меня поддержит. Спасибо, спасибо, спасибо. Приезжайте, пожалуйста, еще. Расскажите про Южную Корею тоже.